Мы в эфире. Всем привет, это канал Sword Effect. Канал посвящен всему, что связано с мечами, дракам на мечах, реконструкциям, связанным с мечами, обзору игр, в которых мы деремся на мечах. Сегодня мы тему не такую, как обычно, поднимем, а поговорим о реконструкции образа воина 13 века, если я правильно понимаю вопрос. Вот, мне помочь в моей дремучести и развеять ее вызвался Максим Шевченко, он же Вальтер. Всем привет, друзья! Очень рад сегодня быть на связи с вами и поделиться своим, так сказать, хобби, увлечением и любовью к 13 веку. Уху! Давайте проверим обратную связь. Скажите, как слышно меня, как слышно Вальтера. Мне же к тебе обращаться, Вальтер, правильно? Да, так лучше. Еще будет очень круто, если я увижу комментарии. Если ты можешь меня поднастроить. Потому что Фландрии котики тут. Андрей Котики, так, Один я из чувствую, первых. министр пропаганды. Министр пропаганды в чате. Так. Ладно, попробуем запуститься так, чтобы хотя бы почитать комментарии, что там пишут. Друзья, Давай я тебе закину чат. давай. Если он сейчас... У меня такой... Обычно всем все равно на... Господи, на чатики и прочее. Мы просто болтаем, но действительно, почему бы нет? Так, ВКонтакте пишут, что все слышно хорошо. И это прекрасно. Вот. Меня слышно чуть тише. Но если нужно, я могу подкрутить себя звук. Друзья, сейчас мы подкрутим звук. О, Женя, привет! Рад тебя видеть. И всех, кто подключился, тоже очень рада видеть. Сейчас мы традиционно строимся какие-то первое время. Мы комфортно располагаемся. Потому что стримы это такая штука непростая. Все как первый раз. Все так. Прекрасная капча. Яндекс, как я люблю тебя. Нет, это только ты видишь, на самом деле, никому не говори. Хорошо, окей. Друзья, попробуем микрофон перенастроить. Меня слышно? Раз, два, три. Раз, два, три. Или нужно сделать чуть-чуть погромче. Есть еще. Все говорят, что норм, все слышно, все хорошо. Отлично. Вот, чат в ожидании. Да, товарищи любители тринахи, переходите на YouTube в общий чат и будем общаться там. Вот, ура! Ура! Видно. Все для тебя. Видно, все. Но во время боев, наверное, его не будет видно. Вот так. Не страшно, я включу себе дубль сейчас, чтобы у меня дублировался YouTube. И я все тогда буду видеть радостно. Сейчас вот секунду прям. Я пока повторю свой спич. Тринаха. Что мы о ней знаем? Я сегодня позволила себе несколько вольностей, просто потому, что наверняка будут люди, которые думают так же, как и я, совершенно не разбираясь в вопросе. Это всякие куча кольчужных всяких штучек. Мне, кстати, очень нравится. Это прям одно из тех, за что я бы занималась тринахой. Но представляю, как это затратно. Это очень дорого по нынешним временам. Это Монти Пайтон, вероятно, мне за это сравнение разобьют лицо где-нибудь на следующем фестивале или попытается это сделать. Что еще? Деревянные щиточки, это вообще очень милая деталь. И огромные шлемы, надетые на несколько слоев железа, кольчужный койф, потом какая-нибудь миссюрка, сверху еще вот эта штуковина, и погнали в бой. Как-то так. И Ава Мария, конечно. Да. Так. Ну, попробуем меня все эти дурацкие мои стереотипы сегодня развеять. Расскажи нам в целом, вот, реконструкция 13 века, что это такое, почему 13 век вот строго ограничен вот этим столетием, почему раннее средневековье это от 8 там, до 11-12, а 13 вот он сам по себе. Ну, на самом деле, давай пойдем тогда издалека, по факту. Все, наверное, знают, что у нас реконструкция активно прям начала развиваться в 90-х и достигла своего пика развития примерно где-то к началу 2000-х годов, когда уже начали выделяться отдельные направления, там 13 век, появлялись там зачатки 14-го, отдельно 15-й. Кто-то начал серьезно только заниматься одним там направлением там в античке, но они вообще там давно появились, им там лет 30-35 уже, наверное, на данный момент. Но если вот взять именно средневековье, по факту, то есть собиралась
общее такое средневековье. Там викинги были, условные люди, которые пытались сделать похожих рыцарей на 13 век и пехоту. Ну, в общем, вид классических бугуртов Выборга. Вот так вот. То Ну есть да, да, да. Марса-дроиды с двух вот сторон, вот так вот, подходящие друг к дружку и начинающие делать больно с удовольствием и гиканьем. Где-то в 98-99 году вот из этой группы выделились первые люди, которые начали заниматься именно реконструкцией, когда они поняли, что воевать Кольчуги. в кольчуге можно, во-первых. Во-первых, можно в кольчуге, да. Во-вторых, кольчуга должна быть клепанной внезапно, да. То, что одежда должна быть сшита по археологическим, например, находкам. Ну, они просто любили этот период времени с точки зрения именно истории, исторических событий. То есть это период жизни Людовика Святого. То есть это великолепный период. Это период, когда, по сути, рыцарство сформировалось как само движение вот полностью от и до. То есть идеологически, визуально это то, на чем многие в России, кстати, выросли именно на сказках про этих рыцарей. Да? Ну да. И вот в этот период, как раз конец 99-й, где-то 2000-й, появилась первая группа. Это где-то около человек 5, наверное, была. И к 2007 году, заметьте, да, прошел первый фестиваль по 13 веку в крепости Капоре, Ленобласть. Одним из организаторов был фра Раймонд, наш одноклубник в нынешнем моменте. Вот. И, собственно, человек, который, по сути, продвинул вообще Тренаху как движение отдельно и в целом Европы. Вот реконструкцию Европы 13 века он сделал очень много и продолжает, собственно, делать, снабжая людей источниками, усиленно снабжая источниками. Фестиваль на тот момент собрал просто рекордное количество людей по Тренахе. Их было 27 человек. О. 27 человек, да. И все вот это вот в чулочках, там, как полагается. Конечно, конечно. Вот тогда это именно отошли от вот этих вот мешков на ногах, да, то есть люди стали шить шоссы нормальные, да, кто-то пошил котты, головные уборы стали использовать, кошмар какой просто, вот, ужас. И, кстати, если кому-то интересно, вы можете нагуглить фотографии, туда был приглашен профессиональный фотограф с хорошим фотоаппаратом, который сделал фотографии с того фестиваля. Ну, великолепные атмосферные снимки, плюс это крепость, у которой основа-то 13 век. Там, конечно, от нее мало что осталось именно 13-го, да, но все равно дух эпохи там сохраняется. А напомни Вот. еще раз год, вот кто только что зашел, когда это было? 2007 год, крепость Капорье, Ленобласть. Вот, собственно, фестиваль Капорье. То есть люди, которые выпали из всего общего движения, да, я грубо говорю, это в 2007 году именно узкоспециализированное свое мероприятие провели, и так началась история Тренахи. Ну вот именно как такого полноценного движения я все-таки как раз считаю, что да, это вот 2005-2007 год, когда народ начал осознанно переходить от бугуртов формата Выборга к современному такому движению 13 века с использованием широкого спектра оружия, с использованием зон поражения, то есть в хитовой войне, когда мы не используем идею просто завала человека, да, то есть мы не используем идею клинча, мы в бугуртах фактически начинаем заниматься фехтованием разным типов оружия. Вот именно вот в тот период, то есть это 2007-2011 год. На самом деле очень интересно было наблюдать это все изнутри. То есть фактически, когда мы переходили сами на эпоху 13 века, переходить довольно сложно из-за того, что все молодые люди, первое, что они хотят, когда они видят меч, это взять его и со всей дури бить другого человека и радоваться. То есть это же абсолютно естественное желание. Но зачем же еще мы взяли меч в руки? Да, потом ты пытаешься вот объяснить как бы этому молодому неофиту радостному, да, что положь меч, возьми копье, будет эффективней. А лучше сначала возьми иголку с ниткой и что-нибудь с шеей там. Вот, знаешь, вот как руководитель клуба я могу четко сказать, что еще вот с самых первых стартов набора людей в клубе я понял один момент. Нельзя человека прям вот заставлять
делать вот то, что он не хочет. То есть, если он хочет воевать, ты дай ему войну, а чтобы получить эту войну, то есть выдвини как бы кусочек таких условий, типа, чтобы хорошо воевать, надо еще типа там комплект шить, вещи собирать. Вот, и так это работает лучше. Даже на самом деле у нас клуб по базе был сформирован изначально как исключительно мужской клуб, то есть были только мужики, да. Ну, тогда, в принципе, как бы женщин не считали в количество единиц, которые вывозят на фестивале. То есть я вот застал этот период, это дико угарно. То есть, чтобы получить, например, отбой дороги, то есть тогда девушки вообще не воевали. То есть, ну, вот просто их тогда, может, одна-две попадалось. И там, как считали так, типа, сколько ты везешь людей? Ты говоришь, типа, 30 человек. Значит, это ты везешь 30 боевых мужчин. То есть, всех некомбатантов, всех женщин, как бы, детей, все это не засчитывалось. В обоз. Это просто в обозе идет у нас. Ну, типа, да. То есть, грубо говоря, то есть, ты если там заявляешь, типа, у тебя сколько боевых? Один, а реально приедет, типа, 10 такие. Ну, у вас отбоя дороги нет. Типа, ну, ты бесполезен, типа, для фестиваля. То есть, ну, по факту, да, все фестивали, они строились вокруг, как бы, боевой программы. То есть, это абсолютно естественно. То есть, изначально, как бы, люди, когда занялись, как бы, реконструкцией именно средневековья, они хотели бить друг дружку. То есть, окей, бьют друг дружку. Когда таких людей собирается двое, трое, они хотят увеличивать все время эту массу и не думают там ни о какой там бытовой составляющей, ни о чем. Они хотят просто бить людей, и чтобы их было больше, и чтобы было их еще больше. И в какой-то момент это привело к появлению первых фестивалей, куда там съезжалось огромное количество народ, девушки ходили в красивых платьях, мужики били друг друга, и все радовались. Били друг друга, в том числе за то, чтобы пройтись потом с девушкой в красивом платье. Вот. Хочется верить, да, ну я со своей точки зрения. Действительно, как бы интернет помнит все, а первые камеры, фотоаппараты тем более помнят все. Иногда находишь очень интересные материалы архивные с там первых ролевых игр или первых фестивалей. Это, конечно, очень-очень радует. Я вот тебя перебью. Вот ты сказал, пока я помню, просто память девичья, как обычно. Ты сказал, раньше было как, девушки то-то, то-то, а сейчас что-то изменилось в этом плане? Ну, естественно, изменилось. У нас как бы выделилась куча направлений, да, у нас ВСБ, то есть в битве нации отдельные женские номинации существуют. Это же вообще то, о чем нельзя было вообще даже думать в районе там 2000-х годов. Ну, тогда просто как бы движение было совсем другое, оно еще только формировалось. По факту у нас же что выходит? Из бугуртов формата там Выборга, да, вылилось несколько десятков движений, включая как бы ту же битву нации, да, тот Да. же ИСБ. Ну, вот оно как бы поменялось радикально абсолютно. А что насчет женщин в Тринахе, раз уж мы сегодня про нее? В Тринахио есть как бы два направления. То есть вот я как организатор женщин не допускаю до боев. То есть вот на фестивале Просится? Просится? очень мало, но есть. То есть, ну, у меня в клубе есть девушка, которая как бы выступала в битве наций, да, там в боях 5 на 5, да, там вовсю. Ну, ты ее, скорее всего, даже знаешь, это Оля Бурганова. Ну, конечно. Вот, да, она моя прекрасная одноклубница, обожаю ее просто. Девчонка огонь. Вот. Она с нами фактически с самого начала нашего восшествия в Тринаху, такого массового. Если я правильно помню, да, по-моему, она с 2010 года вместе с нами. Да, я ее видела на фотографиях, была приятно удивлена. Ну, не то, что удивлена, я помнила, что она чем-то занималась, а теперь, наконец, увидела, как мир наш реконструкции и исторических боев тесен. Да, действительно. Вопросы хотят задавать, прям боятся перебить. Задавайте, не стесняйтесь, конечно же, делитесь там, жмите всякие сердечки, рупоры и прочее, рассказывайте. Мы только начали, мы только разогреваемся, поэтому вот, хотелось бы, чтобы больше было людей, и никто не упустил бы возможность в прямом эфире задать свой вопрос. Да. Давай вернемся, пока там вопросы пишут, насчет девушек в боях. То есть смотри, у нас как бы есть несколько позиций. Я очень плотно, долго, многие годы, уже, наверное, даже десятилетия работаю с клубом Вика Легенда, город Самара. Один из лучших клубов реконструкции Руси 13 века. И мы совместно выработали позицию, когда это начинали, что девушек в бои мы продолжаем не допускать. То есть у нас олдскульный формат такой, да, выходит. С одной стороны, это очень правильно с точки зрения визуализации именно реконструкции 13 века. И, наверное, как раз у нас весь разговор с тобой будет построен на том, чем отличается типа от простых боев, то есть и вообще типа направление 13 века военное, от других каких-то направлений, потому что у нас война
не выходит на первое место. То есть у нас на первое место выходит все-таки скорее больше атмосферное движение и сама идея воссоздания внешнего вида, то есть сама идея реконструкции, она все-таки более, как мне кажется, главная. А бои это очень приятное дополнение и то, ради чего приходят многие молодые люди, чтобы повоевать в первую очередь, а потом уже углубляются вот в историческую часть. И возвращаясь опять же вот к тому, участвуют у нас девушки в боях или нет, да, они участвуют. Например, вот на фестивале «Времена эпохи» там я помогаю в организации, но не являюсь главным организатором и свою идею, соответственно, не продвигаю. Да. Девушки участвуют, у нас есть отличные друзья из Омска, надеюсь, они нас смотрят. Ребята, если вы меня видите, вам привет, Терра Провансаль, великолепный клуб. Ребята молодцы, делают снаряжение самостоятельно, вот, и они участвуют, то есть в боях вообще. Лена участвует тоже с нами в нашем строю, потому что коллеги по опасному бизнесу, я всех стараюсь к нам подтянуть, к нашему большому дружному коллективу. Вот они на последних видео жили вместе с нами, мы выступали за единую партию, было очень круто, весело, бодро и хорошо. Вот. Вот как-то так. Нам тут отсыпали донаты, спасибо, спасибо, спасибо за новые стримы, очень приятно. Давненько я не слышала этого звука. Я еще раз напоминаю, как у меня строятся стримы. Это мой мега-канал, супер-мега популярный. И да, я здесь спрашиваю с точки зрения себя в первую очередь. Конечно, то, что мне интересно. Вот. Я поэтому не с этого начала, зацепилась за эту тему. У меня стало любопытно ее прощупать. Все, с женщинами понятно. Вы просто дождетесь того, что они организуют свою движуху и придут и побьют вас на фестивале. Можем закругляться. Это будет отдельно просто выделение направления. Да, вот. Конечно, вот у тебя уже пошли какие-то узкоспециализированные вопросы про учение святого Августина. Я краем глаза один интересный вопрос успел прочитать, что-то они у меня как-то сменяются довольно резко. Спрашивали про то, в чем будущее Тринахи, в фестивалях формата VU или в камерных мероприятиях. Давай поговорим на эту тему, может быть? Да, давай про фестивали вообще. Да, сначала начнем с того, насколько крупные фестивали бывают, какой самый-самый крупный, вот вообще Мекка, если это можно сказать про ребят из Тринахи, для любого бойца, реконструктора, занимающегося этим направлением. Вот куда все хотят попасть? А такого нет. Ой. Вот так, да. Ну, на самом деле, смотри, у нас есть, в общем, в движении всегда люди, которые занимаются организацией мероприятий, да, то есть это где-то их много, где-то их мало. Вот в Тринахе их немного. То есть вот людей, которые могут сказать, что типа я организатор, как бы беру на себя ответственность и страдаю. Потому что все-таки организация это дикая работа, от которой ты не получаешь удовольствие. Ты получаешь удовольствие от фотографий со своих фестивалей. Ты такой смотришь, ух, ничего себе, это у меня на фесте было. Вот это поворот. Вот обычно для меня это проходит именно так. А вот по факту у нас есть несколько организаторов, там буквально 2-3 человека, то есть которые из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, которые делают основной движ. Несколько лет подряд мы не проводили много больших мероприятий, но при поддержке разных организаций все-таки состоялись прям вот такие вот глобальные ивенты, которые имели свое логическое начало и логический конец. Вот серия фестивалей Капория, которые проходили, по-моему, до 12 или до 13 даже года в Санкт-Петербурге. 7, по-моему, фестивалей прошло, было очень круто. То есть там сосредотачивалась и формировалась Тринаха, там люди снимали лишнее железо. Там впервые как бы был представлен набор такого прекрасного оружия, как копья. Кстати, моим клубом, вместе с клубом Легенда, мы составили 10 бойцов, которые устроили просто дикий масаракш на копьях. Когда внезапно рыцарь в ведре узнал, что его могут нехило так с пыра взять сзади, сбоку, и по-всякому навернуть копьем, и это реально больно, кроме того, что это еще и хиты снимает, что вдвойне обидно. Вот. И тогда мы начали активно использовать, собственно, как раз вот копья, разные древковые, не ударное, а именно колющее. То есть, ну, вообще, как бы колющее это было немножко в новиночку, да. Потом у нас был один из самых крупных фестивалей на момент, по-моему, 12 или 13 года. Это времена эпохи Средневековья.
Впервые тогда Тренаха собралась в огромном количестве, просто в огромном количестве, составил отдельный лагерь Руси, отдельный лагерь Европы. Как Тогда и многие другие направления, вот да, для многих направлений, что джойстинг, что прочее, времена эпохи становятся таким прям объединяющим фактором. мероприятием, да. Мгм. Именно там как бы вот Тренаха начала формироваться как такое вот уже не отдельное направление, а несколько направлений внутри. То есть Тренаха стала подразделяться, то есть на направление Руси, на направление Европы. То есть это как бы раньше просто всех, типа, ты Русь, там, ты Европу делаешь, там, людей посчитали, раскидали в бугурт, а тут уже начали появляться партии, какая-то идея внутренняя стала проявляться, какие-то мероприятия, куда допускались, например, только европейские реконструкторы, да, то есть там отдельно какие-то турниры, состязания, то есть, ну, пошло вот это вот прогрессивное движение, которое развивает не все направление конкретно, а внутренние такие подразделения. И вот именно вот эта вот точка с времен эпох дала очень мощное развитие вообще движению именно Европы 13 века, что вылилось в серию фестивалей Риттерверк, собственно, как раз тоже при поддержке и организации ротоборцев, и клуба Командория. Павел Серебряков, один из самых локомотивов движения вообще 13 века, Поль. Он как раз вот проводил, организовывал этот фестиваль Риттерверк. Может, давай видос какой-нибудь посмотрим? Сейчас на экранах у нас как раз с него самый красочный вот этот ролик на 12 минут. Я на него залипаю, сама сижу. Отлично, Восхитительно. да. Там, собственно, сформировался отдельно у нас такой блок движения, как рыцарские турниры на конях и рыцарский пеший турнир. Именно рыцарский, когда есть соответствующие атрибуты, комплекты уже не такие, там, знаешь, не одел кольчугу и шлем, пошел вперед. Тут уже нужно щит определенного формата, начали формировать свои правила. То есть тут уже интересно, что если к боевой части идти, например, да, у нас на турнирах на Риттерверге не было задачи побеждать, прям вот побеждать. То есть ты выходил, бился как бы до упора, ты хотел как бы выиграть. Но, например, ты мог выиграть все бои, но турниром ты не выигрывал. Дай-ка угадаю. Тут все зло от женщин, я чувствую. Да, суд дам что-то такое, да, должен решать. Во-первых, как бы да, у тебя был комплекс получения очков. То есть ты получал очки, например, за от дам, от комиссии судей, то есть от гофмаршала. То есть, ну, там, знаешь, был очень большой пул того, что ты должен был соблюдать, чтобы быть прям вот идеальным чуваком, который все сделал правильно, аккуратно. То есть ты мог во время боев штрафов нахватать, а это тоже как бы минусовало очки. Ну, в общем, этот турнир был хорош тем, то, что ты выходил, у тебя каждый бой был важным, вот, ты старался в нем хорошо отбиться максимально, то есть заработать очков, но в то же время ты еще как бы себя морально сдерживал, чтобы не было такого там срывания шлема с головы, кидания его, ругания с судьями, если вы понимаете, о чем я. Да-да. Да-да-да. Вот. В общем, это было немножко в новинку. То есть мы, как бы, люди многие со старой закалкой, когда мы просто херачили друг другу, чтобы, блин, замочить побольше. Вот. Ну, А, то есть мало быть просто хорошим бойцом, надо быть еще красавчиком и все по красоте вот это вот делать без штрафов, мега благородно, как это и Да, должно было быть у ну, рыцарей. вот я не помню, какой это год был. К сожалению, вот во время этого турнира получил очень серьезную травму. И последний бой я не мог биться. То есть, ну, у меня физически не действовала рука. То есть мне надо было как-то выкручиваться из ситуации. И тогда, если я правильно помню, я выходил против Тимофея Быковского. Вот, Тибо. И к нему мой оруженосец подбегал, потому что у меня был обет молчания, я выходил секретным рыцарем, и я, собака, весь турнир не снимал шлем. Чё? Вот, и я, короче, там просто немножко в этом шлеме уже охреневал. Вот. Ну, проблема в чем? То есть меня знала вся Тренаха. То есть от и до. Все бойцы меня знают. Тренаха маленькое движение. И, соответственно, как бы, если бы они знали, что выхожу я на турнир биться, они были бы готовы со мной сражаться там по определенному. Ну, ты знаешь, грубо говоря, там психологически подготовился, там, знаешь мою технику, работаешь конкретно с этой техникой и так далее. То есть, ну, вот чисто спортивный момент. Вот. И мне, собственно, Поль предложил выйти секретным рыцарем. То есть меня объявили и показали только герб, который мы придумали прям до фестиваля.
опубликовали только герб и не фотографировали меня. И у меня комплект был новый. То есть комплект снаряги никто не знал. Вот. Это было очень круто, то, что мы вот выходили в таком формате биться, и народ щупал технику как с нуля. Против меня это было очень интересно, вот лично мне вот изнутри попробовать такое. И вот я не снимал шлем, и к Тибо отправил, короче, оруженосца. Оруженосец объяснил, что у меня меч привязан, короче, был просто поясом, чтобы он из ладони не выпадал. Вот, у меня было повреждено локоть, выбито плечо, разрыв связок. Короче, ну, полный фарш. Вот. Такое бывает. И мы с Тибо в итоге сначала уронил он меч, я ему разрешил его поднять, потом уронил я, он разрешил мне его поднять, и завершилось это тем, что мы как-то красиво проговорили то, что мы не будем сражаться друг против друга, считаем друг друга достойными соперниками. То есть это не вызвало никаких штрафов в рамках того турнира, который организовывали, да, и в то же время предоставил как бы возможность Тибо дальше продолжать сражение, набирать очки, то есть ему как бы засчитали победу. Я отказался дальше продолжать бой. Вот. И в то же время это было вот для зрителей, для самих участников очень красиво, а не так, что там чувака что-то там сломали, вынесли, убрали куда-то в сторону. Ну, как в фигурном катании. За технику 6-0, за артистизм 10. Да, из этого варианта. И вот турниры как раз вот Ritter Werk, который позволил расширить тематику Европы, это по сути был один из первых фестивалей, где Европа было что-то под 200 человек. Это было очень круто, то есть там со всей России съехались участники. Это прям был вообще огонь. Ну, вот у меня запись сейчас крутится 2016 года, может быть, это он и есть. Это финальный Ritter Werk. Да, это самый последний Ritter Werk. Вот как раз там уже начали пробовать сшибаться как раз в тренажных комплектах на конях. Ой, это жуть. Вот. Интересно, аккуратно пробовали. Ну и, собственно, это дальше развивается до наших дней. Там попробовали 5 форматов боевого взаимодействия. Вот. Собственно, боевой программой часто вот турнирной заведую я, и вот для пехоты мы там пробовали новые варианты турниров, новые варианты боев, мы пробовали там бои, дорожная схватка, когда выходит 2 на 2, но один выходит рыцарь, у него там обозначается от 3 до 4 хитов, в зависимости от вооружения, и его оруженосец, у которого 2 хита. И оруженосец бьется с оруженосцем, рыцарь бьется с рыцарем, кто первый типа убивает своего соперника, может помогать компаньону по опасному бизнесу. Вот. То есть плебей-оруженосец может бить благородного рыцаря, если он своего оруженосца одолел? Так точно, Ой. Да. Это очень интересный был формат такой, он прожил много лет. Есть фестиваль, собственно, который мы делаем с клубом «Легенда», это ратное дело, мы его делаем уже раз 8, наверное. Но первый прошел, короче, в 2011 году, как я вот сейчас вот помню, 2011 год. Было очень круто. Ежегодно, да, вы делаете его? Сначала мы делали ежегодно, потом стали делать раз в 2 года. Вот. То есть последнее именно по Тренахе было в 2018 году. И запланировано на август этого года у нас новый фестиваль по Тренашке. Вот. Собственно, фестиваль «Ратное дело» там всегда имел свое развитие. Давай, наверное, включим ролик. Давай мы его включим, действительно. Почему бы нет? Фестиваль «Ратное дело». Там фестиваль, собирающий все направления 13 века. И было очень круто то, что туда приезжали участники в разные года. Там из Польши как-то у нас приезжал автобус человек 40, как бы, реконов Европы. Было очень круто. Там мы, собственно, познакомились с великолепным клубом «Иерусалимское королевство» из города Иерусалима, Израиль. Вот. Слушай, мне кажется, я какие-то знакомые лица израильские здесь вижу, но это не точно. Вначале особенно. Вполне. Рене Гена выступал в битве наций за сборную Иерусалима. Вот. Сборную, ты сказал сборную, прошу прощения, я зацепилась за это слово. То есть можно сказать, что это было международное прям соревнование. Да. Вот смотри, мы на фестивале смогли как раз вот объединить вот много направлений и каждый год пробовали что-то новое. Вот сейчас мы смотрим ролик с последнего года, 2018-го. Там мы впервые, собственно, на территории Самарской области провели четкий рыцарский турнир. Мы там отстроили башню, но ее, наверное, покажут еще. У нас были рыцари, причем мы его не анонсировали до последнего. Туда очень сложно как бы добраться. Вот видите, сколько там зрителей собирается. Вот у нас было представление. Рыцари выступали рыцари, был маршал, бились всячески усиленно. То есть я выступал там в роли маршала.
нас поливало дождем, но дождь, зараза, не падал на землю. Вот он где-то вот над нашими головами испарялся, была дикая жара. Вот, собственно, вот я там на башне торчу, вот как раз рыцарь в черном супой, это я. Вот, как раз вот рука Саурона, это мое. Как раз это вот тот рыцарь, которого представили на Ретроверге впервые. Вот, за счет него я еще несколько раз выступал. Подожди, я вот на этом остановлюсь. Это наш прекрасный рыцарь. Это род Ван Абенбруков. Вот. Это у них действительно такой герб, он сохранялся на протяжении, по-моему, 4 или 5 столетий. Мы его действительно нашли, это реконструкция. То есть бре на щите. То есть это очень классно было представлять, когда ты стоишь маршалом, ты такой думаешь, так, надо же представить красиво, как бы герб рассказать там зрителям, да, и ты рассказываешь, что серебряные бре с золотым пятном на червленом поле. Мессир Абенбрук встречаете. Это было великолепно. Но как бы символизирует, что враги бегут там или что-то такое. Символ отваги, то, что он не отступает в любой ситуации. Вот оно что. Красота. Вот так, да. На самом деле, вот этот вот Ван Абенбрук, он был, по-моему, представлен в 2016 году тоже на Ретроверге. Вот как-то так состоялось, что у нас наши веселые рыцари двое были представлены именно там. Восхитительно просто. Да, ну вот как раз именно тема рыцарства начала именно развиваться на фестивалях Ретроверг. То есть вообще у нас клуб пехоты, то есть базово я собирал пехотный клуб, то есть я не делал рыцаря, то есть я не делал его до упора, даже когда у нас орда людей была, то есть я начал делать рыцаря уже, знаешь, больше под давлением того, что типа надо больше представлять как бы организацию. Вот. И до сих пор люблю бегать пехотой, это удобно, командовать строем в рыцарском невозможно, то есть вообще никак, нет. То есть вот пехота это мой выбор чемпионов, как бы. Ну, лучше. Я всегда любил пехоту. Ничего не поделаешь. Еще раз поясни про то, что значит в рыцарском и в пехотном. Вот ключевые отличия по количеству железок на тебе надетых. Пехотный комплект серверльер. Это вот условно... Каска. Каска такая коротенькая, да, сверху. Так точно, да. Каска, стеганка, побежал. Вот, идеально. Вот. Можно выкинуть стеганку, но без стеганки не очень. Вот. То есть, ну, самый легкий комплект вооружения. То есть, ты берешь, грубо говоря, стеганку, берешь койф, берешь сервельер, кьюисы стеганые, и все, больше тебе ничего не нужно. Это максимально маневренный комплект, 1-2 хита жизней, тебе хватает за глаза. Ну, если ты командир, это вообще твой идеальный вариант, потому что ты пока, пробежишь с одного конца строя в другой, чтобы поорать там на пацанов, в кольчуге ты умрешь. То есть вот я провел над собой ужасный как бы эксперимент войны нон-стопом, как бы не снимая комплекта целиком, да, на нескольких фестивалях. Вот последний это Рекон был, да, на Реконе мы воевали усиленно. Когда я выходил на бугурт, я уже там вообще как бы в себя ничего не помнил, что там происходит после, то есть, боев троек, после 1 на 1 ты выходишь, как бы я только поменял шлем, то есть я скинул топ-хельм и одел сервельер, и все. Но потому что из топ-хельма меня не слышно, там же еще музыка, шум, как бы зрители. Вот, просто поорать как бы нормально, чтобы услышали тебя бойцы. Я вот там бугурт отбивался, было очень круто, я смутно помню, знаешь, такими картинками вот так вот мелькающими. Вот. Потом на видосах посмотрел, там фоточки, такой, ничего себе, вот этот поворот, как что мы творили. То есть, ну, свою задачу как командира я выполнил, то есть, откомандовал, отвел, сам достоял, то есть, орал там на бойцов, которые, типа, все, я устал, я отдохну, стоять. Все. У меня вот глупый вопрос, а орешь ты на них на латинском языке или... В буртах получается орать только на русском матерном. Ага. И, соответственно, речь боевую толкать какую-то вдохновляющую тоже на нем получается. В основном, да. То есть, но это же наверняка часть, ну, как общего бугурта. Смотри, есть моменты, где мы работаем на зрителя, то есть фестивали со зрителями, там действительно мы используем кричалки, там в Ландерен и Лау, то есть, ну, можем там кричать на русском. Но вообще просто, чтобы понимали нас лучше, конечно, нужно на русском языке все эти речи толкать. И мы это делаем. Вообще, когда выходим на простые бугурты, я предпочитаю, чтобы у меня строй молчал. Ну, то есть, чтобы была тишина в строю, так они слышат команды. Это, наверное, есть... Каким-то жестом это делаешь, там, угрожающим. Понимаешь, как бы вот фламандцы клуб дисциплинированный. То есть, это вот такая особенность, наверное, наша, потому что мы сразу готовились на определенные параметры. У нас
знаешь, как бы совместилась такая вот правила боев в Тринахе с подготовкой людей, которые типа готовились к бугуртам на убийство на Выборге. То есть вот в старой школе, то есть первый, второй состав клуба. И дальше как бы остальные, кто приходил, они цеплялись за это. То есть у нас, в принципе, ребята такие, вот им сказал построиться, они построились. А дальше мы ждем 10-15 минут, пока строй Руси соберется, М. почешется, короче. Потом их там 5 князей решает, кто у них самый главный. Вот это вечная, короче, проблема. То есть это мы дико с этого всегда угорали в старые года. Чувствую я некое такое, не то что не пренебрежение, как это, скептицизм в отношении клубов, реконструирующих Тринаху Руси. Нет, нет, ни в коем случае. То есть у нас, говорю, у меня есть отличные друзья, клуб «Легенда», и мы с ними вот очень много вместе воевали там в одном строю. Вот у них то же самое. То есть, знаешь, вот у них вот уровень был дисциплины отличный. Прям вот то, что мы такие берем, типа, знаешь, ну вот представь, как бы собирается 3 клуба. Каждый клуб имеет своего лидера по базе. По базе. Люди молодые все, активные, да, и гормон играет. Вот как этим троим лидерам договориться, кто из них главный лидер? То есть, ну, это же стандартная проблема, да? Ну да. Вот. А вот тут было, знаешь, как мы подошли перед бугуртами, такой, привет, привет, типа, я Леша из Самары, типа, я Вальтер из Одинцова. Так, что, кого мочим? Я говорю, вот этих. Он говорит, отлично, типа, я беру левый фланг. Я говорю, я беру правый фланг, поехали. И вот с этого момента, то есть у нас настолько вот вышло абсолютное взаимопонимание, мои люди подчинялись ему, его люди подчинялись мне, и вопросов не возникало. То есть, понимаешь, это вот уникальная ситуация, действительно уникальная, когда типа два лидера, они абсолютно выходят на один уровень друг с другом, вот сразу признают друг друга и начинают работать вместе. И я вот, понимаешь, не помню еще ни одного вот такого прям вот клуба, с которым я сошелся бы вот сразу вот на 100%. Вот. Вот это очень круто. И когда вот такие бойцы подбираются, конечно, тебе как руководителю и командующему строем очень-очень легко действовать в плане военном. Опять же, Тренаха это все-таки больше бои команд, таких бои групп. Это здорово. Вот, ну, как я считаю. Ну и То есть это... без дисциплины в таких, конечно, никуда будет. Да, да. Получится фигня. Да. И вот часто бывает такой вот, знаешь, момент, когда там строишься на бугурту, вот Европа обычно что-то собирается бодро. Вот, ну, это, кстати, интересный момент. Вот те, кто занимаются Европой, те, кто занимается Русью, или те, кто занимается монголами, да, там, Ордой, очень сильно отличаются люди по менталитету. То есть кто-то более там замкнутый, кто-то более веселый, кто-то более безбашенный. Вот у Европы есть такая вот особенность, что они, в принципе, довольно дисциплинированы внутри самого себя, как бы каждый там реконструктор. Есть, конечно, как бы в семье не без урода, ничего не поделаешь. Вот. Но основная масса собирается бодро. То есть, знаешь, как бугурт закончился, там куча людей по полю валяется, там ты произносишь заклятие поднятия мертвецов, и один строй собирается быстро, а второй нет. Может быть, причина куда проще, тяжелее комплекты русские, нет? Нет. Не сказать Ни так. разу вообще. У нас тут небольшой сейчас бугурт в чате возник. Всем обидно за Русь прям вот стало. Альфия Ром Баранас Ром, привет, отдельный. Рома наш один из топовых бойцов ФСБ. Я тебя попрошу сейчас немножко поправить камеру, а то у нас опять борода уехала. Сейчас поправим. Вот так лучше сразу. Отлично. Я думаю, что Макс нам так подробно рассказывает про Европу и про Русь только своими наблюдениями руководствуется, просто потому, что он руководит клубом, реконструирующим именно европейских воинов. Вот. А вот интересно про Русь послушать. Я немножко не успеваю пока читать, пока рассказывал. Вообще комментариев много, на самом деле, много вопросов, и прям... Я не знаю, как мы уложимся в какое-то время приличное. Так, давай сейчас отвлечемся на комментарий, ты как раз отдохнешь немножко. Давай, читай, что надо ответить, будем отвечать. Поехали. Так, получается, никто не догадался юзать копья до того момента, как вот ты рассказал. Был переходный период, когда, собственно, люди от комплектов, то есть как мы представляем рыцаря, типичный рыцарь, короче, года 2005, да, то есть это ватник сантиметров 5, как бы кольчуга, кюри,
тогда только появлялись, да, но в основном использовали доспех святого Маврикия, то есть это первичную бригантину, да. Здоровенный топ-хельм, как бы такое ведро из двойки капитальное, там как бы подшлемник, обязательно черепашка, чтобы мягче было. Как бы не гнушались там латные ноги одеть, еще там, ну, тренаха же, нормально, я считаю, вообще отлично. И оружие победы было два, как бы это хороший тяжелый меч и еще лучше хорошая большая алебарда. Вот. И колющие тогда вводили очень аккуратно, как бы чтобы все понимали. То есть даже когда мы начали работать копьями, мы работали копьями без гуманизаторов. То есть это, мать его, копье. Да. То есть это как бы был такой вопрос, такой, Мы никому не видите, расскажем. есть нюанс. Так вот, То есть нужно понимать. в тот момент, когда в 2008 ВСБ, например, отказались уже от колющих только, в Тринахе, наоборот, решили их вводить, начинать. То есть они вот появились именно как вот копье, то есть короткое копье, оно стало появляться как именно отдельный вид оружия, и вообще появился такой типа класс пехоты, который именно начал выделяться. Это люди, которые использовали стеганку, шапель, копье, ну, условно говоря, то есть максимально легкий доспех и колющее древковое оружие, которым Опасненько. именно кололи. И это очень круто на самом деле. Оно быстро развилось, то есть мы, во-первых, как бы мы, например, лично я занимался ранятиной, да, еще в параллели, вот, и там копии уже были нормой. То есть там 2008, 2007, 2009 год копия норма, и мы просто потихонечку оттуда, типа, наработки по тому, как это копье загуманизировать, перетащили к себе. Вот. И там довольно быстро прошел процесс там, выработки системы гуманизации, чтобы минимализировать травматизм. Вот все отличненько, все стало нормально. То есть вот русские, европейские воины стали их использовать, и мы там занимались уже в бугуртах тем, что просто, знаешь, там делили по количеству щитов, по количеству копий. Ну, равные партии делали и устраивали Ага. бугурты. Великолепно. Я еще Вот. раз напомню всем, кто только что присоединился, мы сегодня беседуем о Тринахе, реконструкции образа воина 13 века. И быта, конечно, тоже. Меня все время ругают, что я с позиции там бугурт, колоть, рубить, как это у вас. Нет, мы, конечно, поговорим про быт, про его реконструкцию. Просто у нас разговор идет так, как идет, и мы не спешим перепрыгивать с одного на другое. Сейчас еще вопрос почитаю. Давай. Тут есть вопрос очень такой обширный, что привлекает новичков в Тринахе, как это менялось в течение 10 лет. Мы это прям в процессе, я думаю, и осветим весь этот Да, вопрос есть что рассказать. и подведем итог. Рома Баранас говорит, что чистой Тринахи нет. Самое крупное было на временах эпох в 2011 году. То есть прошлый год мы не засчитываем времена эпохи, да, то есть трехдневный фестиваль в Коломенском, с полной программой, как бы там с рыцарским турниром, с бугуртами, потом тут же прошел там фест по Двинахе, в котором мы тринашники участвовали, типа не был, ну окей. И на Реконе был прям отдельный вот этот турнир троек тринашных, было интересно. Там отдельный блок тринахи был, да, сколько мы там были, с 11 до полтретьего, по-моему, там, ну прям полдня отдельный блок был. Квир и СМ вольные спрашивают. Вопрос о копьях. Завтра не спрошу. Насколько правильно, на твое мнение, все-таки на копьях используют эффект маски? С одной стороны, в лицо тыкать можно, с другой вид портится. Если делать отдельную номинацию, отдельный турнир, нормально, да, но на своих фестивалях я этого вводить не буду. Это мешает именно реконструкторской части. Такая штука не нужна. То есть в качестве спортивной составляющей отдельно это можно выделять в отдельное направление, но это и будет отдельным направлением. Это уже не будет как бы 13 веком, это будет фехтованием на копьях, условно как бы, да, фехтованием на копьях в стилистике 13 века, но не более. А вот Ярослав Иванов набросил, что в Тринахе никто не юзает скрытку. Правда ли это? Да. Ну, давай я тебе объясню. На самом деле, как бы скрытка. Я выступаю против скрытки, всегда выступал вообще против скрытки, потому что это вызывает лишнюю агрессию бойцов, вызывает появление маклаудов, вызывает полную деформацию внешнего вида бойца. Потому что под шоссе ты скрытку не оденешь. У тебя шоссе впритык по ноге. А когда их одевают, там вот любители всяких там нормандских рыцарей, да, там на 11-12 века, это выглядит просто ужасно. То есть, это огромные ноги, под которыми видны наколенники, это мотозащита и так далее и тому подобное.
Во-первых, в Тренахе есть четкая определенная зона поражения, которую я поддерживаю за сохранение. Это шорт-головая футболка. То есть мы не бьем от колена вниз, от локтя вниз, не колем в лицо в открытый, естественно, не бьем в открытый подзатыльник. Когда сохраняется такая зона, у тебя, в принципе, остальная часть тела прикрыта хотя бы стеганым доспехом, если ты как бы не дурак, да. И, в принципе, когда я, например, бьюсь, я не луплю со всей дури в человека, который, то есть в минимальном количестве брони находится. Да, в излете может удар пройти сильно, то есть развороты где-то, но по факту глобального травматизма нет. Ну, его физически нет. То есть я сам как бы сражаюсь без скрытки, у меня все ребята без скрытки. Допустимая скрытка – это ракушка. Вот. Ну, это, блин, копье, влетающее в пах, это вообще нормальная тема. Как бы. И ракушку, если ты носишь, она как бы спрятана под доспехом, ее не видно, она может только тебе лично мешать, да, в движении где-то. В остальном, то есть использование скрытки приводит к тому, что начинается вот легкое ощущение того, что ты типа совсем бессмертный, не понимая того, что как бы у твоего оппонента, например, скрытки может не быть. И если ты выскакиваешь там под удар, выставляя ногу вперед, да, ловя как бы удар в ногу в скрытку, скидывая типа с себя, может быть, где-то хит, и при этом врубаясь как бы в других бойцов, но ты-то сам не боишься получить травму, а другие как бы осознанно понимают, что вот в конкретное место бить нельзя. Там может у человека травма получиться. Ну, то А есть ты, здесь надежда и упор на то, что все бойцы 13 века, кто реконструирует, они все-таки в первую очередь благородные рыцари, которые умеют удержать удар, держать себя в руках и работать аккуратно. скорее не так. Понимаешь, как бы 13 век это довольно камерная эпоха. То есть там где-то реконструкторов человек там 250-300. Понимаешь, мы все друг друга знаем. Вот смотри, интересная ситуация. Рекон был, да? Я на Реконе знал всех бойцов, которые выходили против меня. Всех. Мгм. Ну, вот, понимаешь, как бы, вот какой у меня может быть с ними конфликт? Я вижу с ними на каждых мероприятиях, да, то есть я как бы за них тоже переживаю, волнуюсь. Да, мы там где-то можем где-то зацепиться в запале боя, это нормально, как бы боевой угар никто не отменял. Но в то же время, выходя против них сражаться, я выхожу получать удовольствие от боев, то есть повоевать. То есть мне важен процесс, да, войны. Именно сражение против там европейцев с европейцами, да, то есть я, например, занимаюсь конкретно реконструкцией европейских войн. То есть я делаю Фландрию, и мне интересно посражаться именно с бойцами в европейском доспехе. То есть для меня это продолжение моей идеи реконструкции. И я не хочу, например, их травмировать. То есть есть бойцы, которые я знаю, что он запакован от и до, то есть у него полностью весь комплект снаряжения одет как надо, и с ним я могу расслабиться и херачить его от всей души. И он может также расслабиться и херачить от всей души. И мы с ними отлично встречаемся и в бугуртах, конкретно друг друга бьем, и конкретно мочим там на турнирах. Но, понимаешь, как бы вот психологически я спокоен, что я не нанесу своему коллеге травму. Для меня это важно. Вот лично для меня это важно. А давай как раз посмотрим, как ты с товарищами сражался, всех, кого знаешь. И, насколько я понимаю, сейчас как раз будет запись с Рекона. Да, давай, запустим. У меня она, правда, подлагивает, но я просто рассказываю о процессе. Мгм. Там, по-моему, начинается строить, да? У Да. нас. И если я правильно понимаю, большую часть присутствующих бойцов вывез ты. Ваш клуб представил Так их. точно. Ну, ну, так получилось, что как бы начиная там с ранних лет у нас был самый большой клуб. Фламандцы лучший клуб, без вариантов. Для меня это всегда будет лучшим клубом. Вот. Да, у меня вот на Рекон мы вывезли 23 человека. Это запись, Орду людей. кстати, запись с клубного YouTube-канала клуба «Фламандцы». У меня ссылка на YouTube даже есть. Вот. Но если представители клуба есть, можете закинуть в комментарии. Будет полезно, я думаю, всем. Да, министр пропаганды в чате, я знаю, что он работает. Давай там забрасывай ссылочки на Инстаграм, Ютуб и так далее. Так, давай анализировать. Бай. Вот у нас тройки. Все эти люди, значит, это командные бои 3 на 3. Один Так точно. рыцарь посередине, достаточно точно. хорошо одоспешен Точно. и закрытом шлеме. И его оруженосцы в шлемах попроще, с копьями. Могут ли оруженосцы носить не колющее оружие, а
Меч, например, Нет, благородный. нет, это... Давай я расскажу просто о боях 3 на 3. Мгм. Знаешь, давай включи ролик со времен эпох. Собственно, там, откуда мы и начали вообще именно проводить бои 3 на 3, там можно получше немножко посмотреть. Всё, давай мы до логического завершения посмотрим здесь, Потом чтобы потом не бегать от ролика к давай. ролику. Это будет перегружать наш канал. По одному Понял. хиту у всех сейчас, да? Нет. На оруженосцах 2 хита, на рыцаре от 3 до 4. Если рыцари носят кольчужные чулки, у него, соответственно, 4 хита. Если кольчужных чулок нет, то 3 хита. Вот конкретно здесь слева у нас находится Дмитрий Фомичев, клуб Командория, Мгм. он же Дайен. Вот, справа находится Гилберт Маршал, он же Михаил из нашего клуба. Вот у них полные комплекты. Ноги, руки, все в кольчугах, по самые уши. То есть целиком они в кольчужных элементах от и до. То есть у них по 4 хита. Ой, ой-ой-ой, сейчас в лицо прилетело, ну-ка. Сейчас. На бойцах, Да. их оруженосцах, соответственно, Мы теряем Максима так, из-за перегрузки канала. Вот чёрт, слишком качественное видео. Давай сейчас пока. Раз, меня слышно. Да, слышно, мы тебя немножко потеряли. Это бывает. С какого момента мне рассказать еще разок? На бойцах было так, на обоих по 4 хита, они полностью закованы, все было красиво. Я понял тебя. Так, реально ролик просто очень тяжелый. Тяжело. Ну, собственно, большой ролик такой. Давай включим с времен эпох, там ролик поменьше. Хорошо. Хочешь посмотреть. А там тоже есть бои 3 на 3. Вот, насколько я помню. В военной части. Вторая, по-моему, половина ролика. Мгм. Вот к вопросу, кстати, о больших фестивалях. Вот 13 век, вот, собственно, весь лагерь стоит, Тренахи. Там половина лагеря это наш клуб. Вот. Бои бугурты, бои обычные, собственно, радостные, прекрасные. 3 на 3. Турнир 1 на 1 у нас проходил, конный турнир, бои 7 на 7, то есть проходили. Вот в боях, собственно, 3 на 3, там впервые обкатали эту систему именно в рамках фестиваля, то есть предложили ее коллеги из Санкт-Петербурга, клуб Командория. Вот на кадрах справа, где желто-черный шатер, это вот наш лагерь. Вот этот вот огромный шатер тоже наш, куча маленьких. Вот там Оля, привет, Оля! Да, собственно, Оля, Миша, там вот все наши коллеги по опасному бизнесу. Вот, собственно, как раз на боях там обкатали эту систему, когда выходит рыцарь с 3-4 хитами и 2 оруженосцами в 2 хита и начинает сражаться. Там на временах эпох конкретно мы проводили бои в ристалище. То есть ристалище было где-то метров, наверное, 12 на 5-6 метров, где-то так примерно шириной, такой прямоугольник. Мы вот в нем, собственно, действовали. Там был сложный ландшафт в виде песка, гребаное проклятие, песок, просто это ужас адский, по нему бегать в полном комплекте рыцаря, это ад и Израиль. Вот, ну, собственно, там мы отбивались. У меня вот, сейчас, извини, перебью, пока помню, я постоянно так делаю. Вот. Давай. Неудобно, конечно, но все равно. В кольчужных чулках каково вообще? Что там подкладывается или прям на голую ногу надеваешь? Мне вот Просто на всегда шоссе одеваешь, все. Просто Они не мешают, не трут ничего. Ни стелек, Вот. ничего такого, там, достижений современности. Ну, у тебя как бы стелька пришита сразу. То есть она как с ботинком идет. То есть некоторые есть варианты шосс, когда ты одеваешь именно обычные шоссы тканевые, обычный ботинок и одеваешь сверху кольчужные шоссы. Вот. Я предпочитаю использовать просто на обычную тканевую шоссу одевать кольчужную шоссу со стелькой. Так удобнее. И в лужи лучше не заходить. Ну да, как бы ничего не поделаешь. Нужно понимать, что это конный доспех, это не доспех для пешего боя. То есть кольчужные чулки – это рыцарский и сержантский конный доспех в 13 веке. Ну, до лошадки Рыцари надо пешими дойти. сражались. Лошадку к тебе подведут, если ты рыцарь. Ага. Есть нюанс, как говорится.
Вот. Все-таки тут разница такая определенная. Вот. Вот Вообще, Михаил Кириллов закинул ссылочку на Инстаграм Фландрии, и в шапке описания Инстаграма Фландрии как раз будет ссылка на YouTube. Подключайтесь, это очень интересно. Я сама позалипала сегодня несколько часов. вот, собственно, в ролике у нас пошли сборы на военную часть, и, по-моему, это как раз мы собираемся на турнир 3 на 3. Мгм. Вот и дальше, соответственно, сейчас там пойдут турнирные бои 3 на 3. Вообще, сама система этих боев немножко поменяла наши привычные турниры за последние там, лет 10. Потому что, во-первых, бои стали быстрее. То есть у тебя один бой может занимать там минимально 6 секунд. Вот это моя команда мечты. Мой коллега по опасному бизнесу Гилберт и Атила. То есть это два моих любимых гражданина в войске. Вот, выступали в качестве моей тройки именно там. Отличные копейщики, и самое главное, мы довольно хорошо сработаны, нам не нужно давать друг другу много команд, все и так знают, что делать. Вот, и практически понимаем без слов. Вот, узкое ресталище, мы сражаемся, бои проходят очень быстро. То есть у нас самый длинный бой был, по-моему, что-то в районе 12 секунд. Вот, полное насилие. То есть раз, все. Мгм. Человек вынесен. Вопрос, можно ли схватить за да. древко и, схватить за древко и что-то с этим сделать? В зависимости от правил, где-то разрешают, где-то нет. То есть, Ага. конкретное состязание. Где-то можно просто древко использовать в качестве рычага, то есть там в ногу воткнул, завалил, можешь древком Мгм. Немножко пропадаешь опять. толкнуть, можешь плоскостью щита оттолкнуть. Ой, какие перчатки красивые. Все зависит от соревнования. Красота. Так, очень интересно. Здесь команда не в одинаковых налатниках, поэтому сложно немножко идентифицировать. То есть есть бои, которые проходят. Очень сложно фиксировать, что ты видишь, потому что я вижу картинку на трансляцию видео и будем просто разговаривать, тогда я не буду, наверное, пропадать. Вот. По факту... Да, слушаю тебя. Ты сказал, что мне лучше сделать? Убрать демонстрацию экрана, чтобы ты не смотрел? Чтобы канал Да, был я почище? думаю, чтобы от меня сигнал уходил лучше, не пропадал я у тебя на связи. Ладно, я тогда буду по приборам. Так. Да, идем по приборам. Это самый правильный вариант. Вот, тогда будет нам, наверное, проще. Я попробую себе Вот там вот открыть. у мужчины были перчатки бригантные, красивые. Это... Да, я открыл себе трансляцию, я все вижу. Вот, я все вижу, ура. Да. Бригантные перчатки — это одна из версий такая, мне она не очень нравится на самом деле. Но одна из версий, источник на нее притянутый, в принципе, есть. Ай. Но мы их использовать больше не будем. Ай. Вот. Вот работы копьем, то есть как раз тройка отлично всаживают, вход, давал, бросок через бедро условно. Ну, на самом деле, просто типа замочили толпой. Ой, как красиво. Ну, как видишь, мы довольно агрессивно все равно работаем. Угу. Ну да, особенно съемка еще очень передает вот этот хаос боя весь. Да. Это было очень, знаешь, грамотным решением завербовать в клуб оператора с ВГТРК. Это прям решило кучу моих проблем вот за последние полгода для съемок. Так, у меня вопрос еще один по мелочам. Я вот не могу не обращать внимания. Крашеные шлемы. Насколько это вообще исторично и чем красят? Темпером. Шлема должны быть покрашены темперой. Вообще источников очень много. Есть головной источник Библия кардинала Мациевского. Ты ее открываешь, там смотришь, и там каждый второй шлем покрашен. На самом деле огромное количество источников изобразительных на то, что шлема окрашивались. Во-первых, это очень удобно для любого оруженосца. Не надо сидеть и каждый вечер заниматься классической полировкой шлема. Ну да. Нет, это, конечно, дисциплинирует. То есть новичкам это вообще... Я крайне рекомендую всех новичков сажать полировать железо как бы старших. Полируешь, небось? Это как бы воспитывает как бы в человеке хорошего реконструктора. Это вырабатывает дзен, такое, знаешь, терпение легкое. Ну, это тоже надо. Я считаю, что это очень правильно. Ну, во-первых, да, шлем не ржавеет.
Вот, краску можно всегда подновить. И плюс нужно понимать, 13 век – это не тусклая эпоха, как многие считают. Вообще, как бы в быту они старались максимально разнообразить свою жизнь. И, например, если мы посмотрим на правильную реконструкцию церкви 13 века, она вообще под елочную игрушку раскрашена. То есть, ну, это действительно было так. Это было самое яркое место для человека, жившего в 13 веке. Ой, я вижу, что к нам в чат вломился Рене Геннадий, глава клуба Иерусалимской красоты. Он почетный представитель клуба «Фламандцы» в Израиле, в Иерусалиме. Вот, неоднократно вместе как бы мы бьемся, сражаемся и встречаемся ежегодно на фестивалях. Мгм. Вот. Это так, отступление от темы. А, Просто эм, комментарии и в чате. раз уж мы отступили от темы, еще раз всем, кто только что присоединился к нам, сегодня мы говорим о Тренахе, обо всем, что нам интересно про нее, особенно тем, кто вообще не знает, что это такое. Вот, про крашеные шлемы поговорили. И любопытно, что в ИСБ, 14 век условно у нас, да, наоборот, всячески отходим от крашеных шлемов, от черненых, вороненых, неполированных и так далее. Даже не знаю почему. Наверное, надо спросить маршалов, ответственных за Ну, аутентичность. видишь, как бы у нас все-таки в приоритет уходит именно реконструкция внешнего вида. Если у тебя комплект сделан правильно по источникам, он соответствует как бы требованиям безопасности для конкретных боев, все, ты проходишь спокойно и воюешь. Вопросов нет. И, например, для меня как бы визуальная составляющая сейчас является основным направлением, которое я пытаюсь сейчас вот развить в рамках своего клуба, потому что я, например, вот чего не случалось как бы на протяжении долгой истории клуба, да, вот к конкретным временам и эпохам сформировал пул рыцарей в клубе, да, то есть мы пехотный клуб, в котором как бы рыцарей ну, практически не было года до 2015-го, потом появилось там 2 условных рыцаря. То есть конкретно к ВИО я сформировал пул рыцарей, и этот пул рыцарей провел уже к Рекону. Вот. Вообще, как бы у нас у людей, которые имеют рыцарские комплекты, в обязаловку входит наличие комплекта пехотного. То есть, если мне нужно, как бы лидер командует дроидом расформироваться в пехоту, она расформировывается в пехоту и воюет. То есть, как бы нужно понимать, что это дает вот мне, как руководителю клуба, огромную тактическую гибкость в плане того, что я могу использовать там все ресурсы человеческие, военные, какие только есть. Ну и плюс у нас правило такое, как бы в нашем клубе все мужчины несут обязательно воинскую повинность. То есть варианта откосить нет. То есть нет такого, что он реконструирует монаха, и извините, я тут это... Ничего не поделаешь, как бы источник на боевого монаха я тебе могу офигенно давать. Слушай, а давай как бы офигенных историй как бы из Тренахи, чтобы все понимали, какая это крутая эпоха. Есть хронист Жуанвиль, который, собственно, написал хронику жизни Людовика Святого. Да. Это хронист жил в 13 веке. Он прожил практически весь 13 век. По-моему, он родился в 2024 что ли, году. И, соответственно, скончался в начале 14 века. Вот. Мужик жил. Последний раз он на поле воевать выходил, чтобы вы понимали, в 90 лет. То есть он сражался при Монопивелле против как раз войск Фландрии за Францию в 90 лет. Это финиш как бы. Чувак был очень крепок здоровьем, как бы духом. Вот, и как бы сгонял еще в Иерусалим туда-обратно, как бы в крестовом походе поучаствовал, как бы, ну, все было четко. Вот, в общем, мужик такой крутой, вот он описывает свои хроники. Случилось так, что монах возвращался домой, то есть он, по-моему, со службы шел домой отдыхать. Его гоп-стопнули 3 бомжа и полностью обобрали, включая, как бы отобрали у него все, включая нижнее белье. Чтобы вы понимали, в 13 веке даже у гопников как бы были свои нормы этики, и они оставляли камизу и бре, когда грабили людей. То есть нижняк не снимали, это нижнее важно. белье не трогали. Да, то есть это вот это вся суть истории. А тут, короче, его обобрали, даже сняв нижняк. То есть монах вообще, короче, вот прям, ну не по понятиям разобрались с ним. То есть если бы его обобрали, ну так решил Господь, как бы все хорошо. А тут вообще, ну все. Типа, берега попутали. Так, и Что делать, далеко ли они ушли? Он идет домой.
в этом непотребном виде заходит домой, достает фальшион, монах, заметьте, Мгм. достает арбалет и идет решать как бы поляну. Его видят гопники и начинают как бы убегать. Одного он грохает из арбалета, догоняет другого, отрубает ему ногу фальшионом, ногу отрубает фальшионом. Это как бы очень нелегкое занятие. Ну Вот. да. Догоняет третьего и мочит третьего. Монах в 13 веке. Ну Это да. как бы, история на этом не заканчивается. Он собирает как бы все тушки, загружает их как бы на тележку и везет к прево, то есть управляющему местной деревни. Приводит, говорит, тут такое дело. В общем, меня не по понятиям буцнули. И я, в общем, зарешал как мог. Прево офигевает и ведет его на разбирательство к королю. Король такой смотрит. Мне нужны такие парни. И берет его в крестовый поход. Э, То есть это история о том, как за счет короля бюджетно сгонять как бы в Святую Землю. Евротрип. Ну, Отлично прям. если ты крутой пацан, конечно, почему бы нет? Вот. Монах реально угарный, как бы. Это вот это реальная история 13 века. То есть как бы все воевали, все умели воевать. Вот. И у нас в клубе такая же система, что у меня воюют все. То есть, чтобы ты понимала, у меня есть в клубе как бы поколение людей сейчас, вот на данный момент от 15, по-моему, до 46 возраст. И у меня есть люди, которые, например, на ВИА воевали впервые за 11 лет. То есть они присоединились к нашей прекрасной организации смурфов и вернулись в лоно большой войны. Мгм. Тут спрашивают, не нарушил ли этот монах заповедь, и как это он ничего не взял, кроме арбалета и фальшиона, так и пошел голышом мочить? Как об этом? Да, собственно, так и описано. В том-то и прикол. То есть О, он забежал, схватил фальшион, арбалет, выбежал, зарешал ситуацию. После того, как он зарешал ситуацию, он погрузил, наверное, приоделся как-то. Ну шмотки-то он вернул же, я думаю. м, Как раз пацанов-то он порешил. Вот. И его в наказание именно король отправил в паломничество до Иерусалима, то есть сгоняй в святой город, тебе там все грехи простят. Папа Римский И так меч сказал. захвати, Фальшионный арбалет тоже бери. на всякий Да-да-да. случай, мало ли Вот. чего. На самом деле этот монах там встречается в нескольких историях, он как бы там барагозил еще на Святой Земле, и самый прикол, что он вернулся оттуда. То есть чувак как бы реально, у него была дорога отличная, и евротрип туда-обратно за счет короля. Тут Вот. интересуется вот как раз к трактатам, которые мы уже поняли, что ты читал. Вопрос от дилетанта. Насколько я знаю, к XIII веку относятся первые трактаты по фехтованию. Есть ли попытки восстановить именно средневековый стиль боя, если или речь идет только о реконструкторских поединках? А, Есть, Да. есть попытки, да, я понял, о чем ты говоришь, это, если я, наверное, правильно понимаю, это трактат, в котором фехтуют на мече и на баклерах. Вот. Да, народ пробует восстанавливать, пытается сражаться. Некоторые используют активно приемы, показанные в этом фехтбуке, в боях там на бугуртах, еще где-то. Вот себе лично я сейчас заказал как раз тренажный баклер. Он довольно сильно отличается от баклеров других эпох, как оказалось, да, хотя бы там формой умбона. И вот из того, что сейчас у нас получается с нашим кузнецом Дмитрием Варыхановым, великолепный мастер, не с первого раза получилось сделать. Из того, что получается, баклер выступает не как щит, а как полноценное второе оружие, в первую Мгм. очередь. И это очень интересно. Так, Вот я постараюсь даже отдельное видео выпустить, как-нибудь рассказать про это дело. Да, поскольку на моем канале будет сложно прям полностью охватить эту тему, да вообще на любом канале сложно полностью охватить какую-либо тему, так что вы, если заинтересовались, заглядывайте обязательно на канал к ребятам, вот там вот самая мякотка будет, я думаю. Так, у нас тут партия Руси образовалась в чате, все требуют отдельного стрима по Руси. Я думаю, это все реализуемо. Так, читаю. Недостаточность источников на Русь XIII века не позволяет сделать все исторично. Ага. Это правда? Алло. 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 Вот слышно теперь. Да, я тебя слышу. Ты можешь вопрос повторить? Ты у меня просто пропала из стрима. Я тебя не слышал. Даже не знаю, у кого из нас канал хромает. Ну ладно, будем надеяться, что все хорошо. Вопрос
даже не вопрос, а здесь просто так в качестве комментария. Недостаточность источников на Русь не позволяет сделать все исторично. Вот, такое мнение есть. Неправда. Это вранье. Это просто нежелание кого-то копать. Вот. На самом деле сейчас источников на Русь 13 века довольно много. Практически на любой элемент сейчас можно найти нужный источник, но нужно понимать, что комплект Руси 13 века, он соответствовал обстоятельствам военного дела Руси 13 века. И он немножко может не соответствовать требованиям к безопасности, там, например, если ты хочешь себя прям хорошо защитить в современном бугурте, это тоже надо принимать и понимать. То есть, грубо говоря, знаешь, вот когда ты выходишь в стеганом доспехе, вот просто в стеганке, да, у которых, то есть у тебя тут стеганая варежка, ты должен понимать, что попадут тебе по пальцам, тебе будет реально больно. Вот и в Руси есть тоже свои элементы, которые ничего не закрыто. Нету там брони там где-нибудь на предплечье, там где-нибудь еще, там на ногах там защита минимальна. То есть если ты делаешь там конного русича, ты используешь также шоссе кольчужные. Но все равно это, конечно же, защита недостаточная. И нужно немножко исходить во время боевого взаимодействия из ситуации того, что одето на бойцах, чтобы не нанести лишний раз там коллеге по опасному бизнесу травму. То есть я считаю это очень важным моментом, то, что когда ты выходишь, всегда надо стараться выходить с головой. Понятное дело, что многие выходят с определенным адреналином, с определенной энергетикой после 2-3 часов сражений. Но по возможности стараться себя контролировать. Потому что я по себе лично знаю, очень тяжело, то есть на протяжении нескольких часов сражаться и потом сдержаться, когда против тебя где-то правила нарушили, где-то преднамеренно, где-то ненамеренно, и можно взорваться, то есть это бывает. Единственное, что плюс, что вот последние года, я надеюсь, что и дальше так будет, что вот все вот эти конфликтные ситуации, они остаются на поле. То есть вот у нас случился конфликт с кем-то, например, пример тебе, Рекон, да, у нас был конфликт с одним из бойцов, по завершению, прям вот только бугурты закончились, мы просто подошли друг к другу, пожали руки, все, вопросов нет, все решили. И все, дальше мы общаемся, отлично, никаких проблем нету. Это, наверное, вот еще плюс нашей маленькой камерной движухи в том, что мы реально друг дружку знаем, и вот такие моменты нужно обоим понимать, осознавать и в какой-то мере признавать свою вину и, соответственно, прощать оппоненту нюансы, которые могут возникнуть. К счастью, таких моментов мало. Это очень круто. То есть, да, вроде бы и популяризировать надо движение, хотелось бы притока новой крови, а с другой стороны, что еще за человек, неизвестно. Вот придет новенький. Да. Давай посмотрим репортаж с израильского, я так понимаю, канала. Давай. И немножко осветим тему Living History, потому что меня и так ругают, что я постоянно все к боям свожу. Нет, мне тоже интересно. Вот ходите ли вы в походы прям вот тем самым маршрутом, как вот... Давай, собственно, тебе как раз и расскажу. Вот мы смотрим репортаж с израильского канала. К сожалению, у нас он в таком виде с QR-кодом, потому что он был удален. Но, к счастью, у меня сохранилась вот такая вот маленькая запись оттуда, с этого репортажа. Фестиваль, который проходит в городе Иерусалиме, Израиль. Организован он клубом «Иерусалимское королевство» во главе с Геннадием Нижником, он же Рене де Шатильон. Ребята идут маршрутом, по которому в 1186 году шли рыцари на бой с Саладином при битве при Хатине, при рогах Хатина. Вот, собственно, там уже на протяжении нескольких лет собираются реконструкторы, в первую очередь 12 века и 13 века, которые там комплекты подгоняют под Двинаху. Происходит переход, если я правильно помню, 36 километров. Они там ходят пешком по пустыне, что весьма круто, прям четко по дорогам, где шли крестоносцы. У нас ездила партия от клуба ребят туда. Некоторые питерские наши одноклубники ездят туда практически ежегодно. Вот. И, соответственно, там они приезжают, идут в поход, встречаются после с туристами, сражаются, офигевают от жары, ловят тепляки, что тоже есть такое дело. Есть определенная как раз там постановочная часть, которая сделана для туристов, когда Рене де Шатильону условно отсекают голову. Вот, собственно, на первом плане как раз идет переход пеший. Туда ездят много реконструкторов из России. Это как раз клуб «Легенда», например, да, самарцы, ребята туда шили специальные комплекты под Двинаху и ездили.
на мероприятие. Тут важен момент именно не самого сражения, а момент почувствовать себя хотя бы в приблизительной атмосфере жизни средневекового воина 13 века, который находится на марше, и во время этого марша он понимает, что с вероятностью 99% он погибнет. Потому что это то событие, во время которого действительно армия крестоносцев потерпела одно из самых известных разгромных поражений от войск Саладина. И когда уже началось сражение, все прекрасно понимали, рыцарям не победить. Вот, никак. Как бы европейской партии тогда было не выиграть. И вот ощущение этих людей, Оторванных от дома. И которые вот объективно понимают, что все, вот, либо они сейчас от жары и от обезвоживания скончаются, вот прямо здесь, на дороге, на переходе, либо их просто убьют, или возьмут в плен и казнят, но как бы у них уже дорога одна только, у них путь на небо. Все, варианта нет. Друзья рассказывают, что это просто отвал башки, когда там переживаешь эти события и хочешь их переживать еще раз и еще, поэтому туда и ездят. Собственно, вот наш друг, вот он на переднем плане, Рене Геннадий Нижник, он великолепный организатор, прекрасный оратор, вот, мотиватор, человек, собственно, который продвигает движение 12-13 века у себя в стране. Вот, он посещает огромное количество наших мероприятий, и я еще раз напомню, он является почетным представителем нашего клуба. Наш очень-очень хороший друг, товарищ, брат по-всячески. Вот. И вот здесь как раз движение реконструкции, именно реконструкции как Living History, именно, наверное, набирает свой пик в качестве вот таких вот походов, переходов и каких-то вот реконструкций эпизодов пешей жизни войск, вот так вот. И женщины с ними идут, и вот это все. И ботинки надо иметь какие. В чулках кольчужных тут уже не погоняешь. Там используются патены, которые позволяют ходить по такой вот земле без повреждения, собственно, ног и обуви. Это накладки на обувь. Это как сандаль, который сверху одевается на обувь, чтобы ходить по грязи, по твердой почве. Вот источник Shoes the Patterns, лондонские находки. И как вот это все договариваются с пересечением там границ, городов, каких-то кордонов, я не знаю. Ну вот как это есть поддержка администрации. С современной жизнью коррелирует? У них есть поддержка администрации, их очень там любят, и местные жители специально приезжают и ждут их несколько часов, потому что никогда неизвестно, во сколько они подойдут. Переход дело такое, всякое может случиться. Ну там плюс-минус есть ориентир по времени, но это всегда плюс-минус. Вдруг что? То есть у них же кони, у них люди, вдруг что-то там случилось, где-то там не подвезли чего-то там еще. Поэтому есть определенный такой вот фидбэк, так сказать, от зрителей, которые приезжают ежегодно встретить рыцарей и воинов Саладина, чтобы с ними пообщаться, познакомиться и из первых уст узнать у них впечатления о таком вот переходе. А вот. За ними могут ехать машины какие-то, скорая помощь, что-то такое? У них есть машина, которая следует на расстоянии, на определенном параллельном маршрутом и находится там буквально в нескольких минутах, при необходимости подъезжает, забирает, если кого-то надо отвезти там в лагерь или в медпункт или еще что-то. То есть экстренка действительно есть. Ну, без нее никак. То есть это все-таки люди приезжают с разных стран, то есть там с многих стран приезжают, то есть из Европы тоже приезжают. И некоторые люди просто не готовы к таким климатическим условиям. Да, можно представить. Да, организм просто на 40-градусной жаре может немножко повести себя нестандартным образом. Вот давай тут поднимем тему еще типов реконструкторов 13 века. Мы поговорили много про Европу, много про Русь, хотя про Русь еще, видимо, надо будет поговорить. Ну, я как бы занимаюсь Европой, в первую очередь как бы могу рассказывать именно про европейскую реконструкцию, да. Про русскую реконструкцию, думаю, тебе стоит связаться, наверное, с клубом «Легенда». Да, я уже поняла, что надо будет сделать так. Но хотя бы в общих чертах хотелось бы узнать про еще типы реконструкторов 13 века. Сарацины. Сарацин нет. Вот такая вот фигня, короче, что у нас было 2 сарацина, делал я сарацинский комплект, так в нем никуда и не выехал, но в ближайшее время я как бы верну потенциал этого комплекта, потому что я собираюсь объявлять как бы конкурс на вакантную должность сарацинского телохранителя для себя.
Вот, надеюсь, что найду его. Потому что комплект есть, человека нет. То есть найду, одену человека, у меня будет сарацинский телохранитель. Было еще несколько реконструкторов сарацин по России, которые приезжали как раз на ратное дело, мы там выступали. Но как-то эта тема у нас не развита совершенно. То есть вот если какие-то условные сарацины есть в Израиле, то есть вот под тематику врагов Хатина фестиваля, у нас нету. У нас есть чуть-чуть, вот чуть-чуть где-то таких смежных 13-14 века золотоордынцев, то есть, ну, вообще Орда, степь, но их тоже очень, очень мало. То есть вот такую реконструкцию у нас пока еще нельзя выделить в отдельное направление в Тренахе. То есть основные две массы это Русь и Европа. Ну, вот так вот как-то выходит. Тут сейчас мелькали кадры с битвы наций, видимо, Да. приводили в пример все исторические события, в которых так или иначе израильские реконструкторы участвуют. Как раз там показывали крупным планом Рене, что он участвует в сборной как раз на битве наций участвовал несколько раз. Да-да-да. Так. Да, вот, показывали. И вот у меня вопрос, я уже хоть немножечко начала понимать. Вот я вижу Русича 13 века и Русича, который из раннего Средневековья. И я не вижу отличий, как дилетант. А как отличить их? Ну, по типам шлемов, тип мечей, вся бижутерия, ну, то есть литье, все другое. Частично покрой одежды другой, частично. Но в целом, как бы он глобально не меняется. Использование тканей, да, использование религиозной символики. По факту, вот, самое главное различие это использование щитов другого типа. Вот как бы яркие такие представители, да, то есть шлем, щит, оружие. Уже не кулачный круглый щит, а что-то поудобнее. Капля. Да, капля. Это основной как бы вариант. Потому что все, что ты до этого сказал, я чувствую, что с 3 метров, например, а уж не говоря зрители, они точно не отличат. По факту, да, ты как бы смотришь на Русь визуально, она не сильно отличается. Ты как бы знаешь, ты вот смотришь, типа там 12, например, век Европу и 13 век, и тоже, знаешь, ты сходу как бы не различишь. То есть ты типа, ну, типа крестоносцы. Вот так вот. По факту это нужно определенное знание археологических находок и немножко изобразительных источников, чтобы понимать примерно, что перед тобой стоит конкретно вот в одном комплекте и что в другом. То есть мне, например, как реконструктору, который занимался ронятиной, занимается тренахой, не составляет труда различить как бы 13 век и ронятину, да? Ну, ой. Да, то же самое там с двенахой и там тренаха в Европе. Я их как бы четко могу различить по конкретным элементам. Ну, например, вот смотри, хороший яркий пример. Код Дарма, накидки, да, на тренаху они используются массово. На двенаху нет. То есть на двенаху это еще такой элемент. Ну, просто еще как бы не была принята такая традиция. Опять же, вот в Тренахе только к концу 13 века, вот как мы выясняем сейчас из того же Жуанвиля, который там внука короля Людовика хулит усиленно за то, что он носит каддарму и одежду, расписанную своими гербами. Так нормальные пацаны не делают. О! Есть, это мода и стилистика. То есть, на самом деле, мы сейчас очень много изучаем этот вопрос, потому что у нас какой-то период времени очень появилось много шелковых рыцарей, то есть рыцари отшиваются в шелка. Я такой думаю, наверное, мне бы надо, типа, клуб большой, типа, людей представлять надо, купил себе шелк, а потом думаю, а какой источник? И, короче, я сел в такую капитальную лужу, когда начал копать источники, а потом начал еще ради прикола, после того, как изучил вопрос, спрашивать коллег по опасному бизнесу: братиш, а ты вот каддарм шелковый пошил, а какой источник? Ответ обычно такой, ну есть же, есть источники. Вот и все. А как выяснилось, опять же, даже очень богатые рыцари, там очень богатые господа, они использовали суконные каддармы с шелковой подкладкой. Потому что шелк не стирается об кольчугу, так как лен и сукно. Ой, какая интересная деталь, ни за что. Да, это такой момент, с которого просто такой отвал башки. Ты такой просто все себе делаешь переоценку, и с точки зрения практики шелковый каддарм, он абсолютно не практичен.
Ну, он вообще нет. Я слышала что-то такое, что шелк, он не рвется в сочетании с кольчугой, если, например, стрела все-таки пробьет там как-то. Что-то такое, что можно легко вытащить эту стрелу с шелком из. Короче, то ли это дичь какая-то была, но мне. Нет, 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 ты все правильно понимаешь. Смотри, внезапно, источники на тренаху поднимая, стеганый доспех покрывался шелком. То есть вот стеганка это был очень дорогой доспех, как бы в любой ситуации, как бы. Он действовал как самостоятельный доспех, как и, скорее всего, поддоспешная одежда, да, но не точно. И он покрывался шелком, и он действительно удерживает. Надо понимать, что тогда воевали не сталью, а железом. И железный меч, он не позволяет как бы пробить. То есть надо очень сильно ударить, надо очень сильно использовать колющий удар, чтобы пробить гамбизон, именно гамбизон, покрытый шелком. Потому что у нас типа есть различия на акетон, гамбизон, то есть по типу того, как мы наполняем сам доспех. То есть где он набивной, где он стеганый, где он в натяг сделан и так далее. Вот покрывался шелком. И опять же, когда у тебя есть сукно, это где-то примерно 2-2,5 мм плотной сваленной шерсти, под ним как бы слой шелка, кольчуга, под кольчугой возможно у тебя одето, например, котта с шелковой подкладкой, да, у тебя выходит такой отличный бутербродик, который ты вот так вот сходу не прорубишь. Синяк, перелом можно сделать, вопросов нет. Но по факту от самой страшной раны это была любая открытая рана в 13 веке. Потому что мгновенно ты получал заражение крови. Иммунитет ниже, опять же, все потное, грязное. Ты практически сразу, если как бы тебя делают хоть маленький надрез, заражение крови практически гарантировано. Песок еще этот. Да, конечно, конечно. Вот. И вот когда мы подкрались к моменту вот этих шелковых кадармов, мы такие пришли к выводу, что сейчас, ну, точнее, вот в 13 веке шелковый именно целиком кадарм с шелковым верхом, шелковым низом мог себе позволить очень влиятельный господин. То есть, ну, король мог, например, себе позволить, как бы, не вопрос, там, какой-нибудь очень богатый граф из очень богатого графства. Чисто понту ради, но, как бы, хорошие, как бы, грамотные управленцы обычно на это не разменивались. То есть они предпочитали нанять за цену этого кадарма 2-3 рыцарей себе на год службы еще. Опять же, вот я неоднократно обращаюсь к Жуанвилю, да, этот человек, чтобы вы понимали, это синешаль Шампани, то есть это очень важный господин, который возглавлял в итоге все войска Франции. То есть, ну, такой дядечка, да, и он как бы носил одежду, которая ему досталась от родителей. То есть это прям записано. Донашивал. Да, на то есть вырост. это вообще то есть норм. И он такой мужик, который, знаешь, он в своих хрониках брал, записывал типа такие события из разряда, как бы, типа, смотрите, какая классная женщина, мне она понравилась. Там. Вот. Я боюсь представить, если он такой бережливый, на чем же он делал эти записки в таком случае. Ну, хороший вопрос. Ну, есть момент. То есть он в своих записках берет и описывает процесс найма рыцарей себе на службу. Как бы нанять рыцаря в среднем как бы стоило дорого. Прям вот дорого. Потому что ты его берешь на полное обеспечение. Его, лошадь и, скорее всего, еще с ним оруженосца. Минимум одного. Вот. Как бы поставить на год на довольствие таких персонажей, это стоит много денег. Он нанимает в один момент 30 рыцарей. То есть это очень мощное ударное боевое формирование. И кроме того, что он их нанимает, он такой берет, как бы вот так вот, от щедрот, покупает им зеленый шарлат. Зеленый шарлат это очень хорошая, дорогая шерсть сукно, а самое главное зеленая. Она проходит двойное окрашивание, и эту цену взвинчивает еще в 3 раза выше. То есть это самая дорогая ткань, которая только может быть. И покупает шелк на подкладку к этой ткани на 30 рыцарей. То есть мужик такой был как бы очень как бы с достатком и умел грамотно представить себя и свою компанию. Вот. И исходя вот из этих записок, мы как раз понимаем, что для рыцарей абсолютно было нормальным явлением носить именно кадарм, сукно с шелковой подкладкой, а не наоборот. То есть не там шелк на шелке и так далее. Это очень интересный момент, который позволяет как бы развивать реконструкцию. И вот сейчас я думаю, что самое грамотное бы соотношение было, например, в Тринахе. Если выходит один рыцарь, например, в шелке, и с ним хотя бы человек 10-15 бойцов. Но такое, к сожалению, могут представить
То есть это записки парня, который прокачался в Mountain Blade Bannerlord и до того, как это стало мейнстримом. Вот это я прям заслушалась. Да, да, но очень круто читать, там он прокачивается с нуля. И Да, ну круто, он прокачивается прям действительно с нуля, с самого первого шага. мы сейчас погрузились в такие, как сказать, тонкости. Если вдруг кто-то не понимает, что происходит и только зашел, мы сейчас говорим о реконструкции 13 века, быта и воинских всяких, как это назвать-то? Воинского быта, в общем. Вот. Вы можете задавать вопросы, не забывайте там всячески делиться, жать на всякие кнопки и оцепенение с себя стряхивайте, потому что да, мы все заслушались. Максим, все-таки мне не зря тебе посоветовали. Замечательно рассказываешь, очень интересно, спасибо. Вот, давай я сейчас попробую затронуть тему обетов и каких-нибудь Давай. традиций. Как они вообще сейчас в наше время, как они тогда и как они сейчас. Я могу привести несколько интересных примеров. Как раз к твоему самому главному вопросу, вот как у нас, собственно, отличается взаимодействие военной составляющей с мирной составляющей именно с реконструкцией. У нас есть реконструкторы, занимающиеся реконструкцией орденов каких-то рыцарских, да, например, тамплиеров или госпитальеров. Давай поговорим о тамплиерах. Тамплиеры, например, клуб наших друзей, клуб «Атлит», город Москва, возглавляют его прекрасные люди. Например, у них есть рыцари. И эти рыцари продолжают традицию рыцарей-тамплиеров, то есть поддерживая их обеты, и они не выступают в светских турнирах. То есть, вот ты представляешь, ты реконструктор, вбухал кучу бабла в комплект рыцаря, и ты на турнир не выходишь сражаться. То есть, ну, им нельзя было выходить в светские турниры. Ты можешь выходить в бугурты, то есть в войну. То есть, а вот обычные наши вот развлечения в 3 на 3 ты не можешь выйти, да, то есть в 1 на 1 ты не можешь выйти. Вот. Это тоже часть реконструкции, часть духа эпохи, часть вот той атмосферы, которую как раз все участники создают друг для друга. То есть вот эти рыцари-тамплиеры, стоящие, например, на металлище, да, стоящие за тем, как проходит сражение, выступающие в качестве судей, они создают вот эту вот атмосферу 13 века, эпохи расцвета рыцарства. Ну, я так считаю. Второй пример, который я тебе приведу, это суды дам на рыцарских турнирах. Наверное, это один в поведении всех господ рыцарей, участвующих в сражении. То есть, ну, действительно, ты смотришь какие-нибудь манускрипты, где показан турнир, там всегда изображается суд дам. Это неотъемлемая часть действа, часть политического события, которым был любой турнир. И при наличии суда дам ты не сосредотачиваешься 100% на боевых взаимодействиях. Ты еще должен как-то взаимодействовать с другими реконструкторами, которые выполняют мирную роль в обслуживании этого турнира. То есть суд дам, он представляет тоже непосредственную часть турнира, когда ты обращаешься к дамам, дамы к тебе обращаются, они посылают тебе... Это красиво. Это такой элемент духа эпохи. Ты можешь приносить какой-то обед. То есть, там, грубо говоря, там... Вериги какие-то на себя брать. Не поднимать мишени. Ну, вот любые вот такие вот моменты, они создают... Понимаешь, в время не ролевая игра, но и это создает вот именно то ощущение, что действительно ты занимаешься эпохой 13 века, а не ранним средневековьем или там 16 веком. Отделяет, как бы, вот выделяет как бы в отдельную такую сферу, дающую совсем другие впечатления от тех же сражений там, в Познятине или в Ранятине, или вообще в античности.
Я вот это очень хорошо знаю, потому что я занимался и ронятиной, да, и тренахой, и бугуртами формата Выборга. Именно поэтому как бы, вот я могу вот прочувствовать целиком разницу от ощущений пребывания на том или ином мероприятии в разные эпохи. Вот, как-то так. Сейчас еще раз, да, нам напомнили про ссылочку на Инстаграм Фландрии. Это клуб. Алло. Да, привет, Макс. Ты немножко у нас пропадаешь, но в целом я отслеживаю, и относительно смысл не теряется. Я просто не хотела тебя перебивать. Вот. Слышишь ли ты меня? Прием. Да, я тебя слышу. Отлично. Пока связь восстанавливается, я поболтаю. Всем привет, кто еще присоединился к нам только что. Говорим о тренахе сегодня. Так, вопрос был про отделку. Видимо, не хватило немножко еще про бытовую составляющую. Отделка каддармов. Отделка чего? Отделка каддармов? Ленты, золото, серебро, вышивка, что-нибудь такое. Как оно вообще? Господи, все, я понял, что хотят. Вот интересная составляющая. Гербовые каддармы появляются, скорее всего, в конце 13 века. То есть, если изучать массово источники, на первую половину их нет. То есть, это как бы в основном использование однотонных каддармов. А вот где-то после середины и ближе к концу уже как раз каддармы появляются. Скорее всего, это была аппликация. То есть нашивался кусок ткани отличного цвета. Возможно, использовались краски, но скорее нет. То есть свидетельств таких нет. Вероятнее всего, это если ты очень богатый гражданин, прям типа очень крутой король, тебе могли сделать вышивку на каддарме. Но с вероятностью процентов 99, я думаю, и источники говорят о том, что, скорее всего, это нашивали просто цветные гербы. Но опять же, это конец 13 века. Хорошо, что мы сейчас живем в наше время, и любой желающий может почувствовать себя королем. Ты знаешь, на самом деле нет. Как оказывается, цены очень кусаются. Прям вот. Вообще сейчас тренаха, я подозреваю, одна из самых дорогих эпох, если делать прям правильную реконструкцию. То есть сделать рыцаря на минималках, то есть как бы вот пойми, рыцаря на минималках, это примерно 220-250 тысяч рублей. Да, то есть это на минималках вообще, прям на минималках. То есть даже сейчас я не обладаю таким комплектом на минималках. Ну, наверное, львиная доля затрат на кольчугу наклепанную идет. Так точно. Кольчуги стали просто космически дорогими. Это затратно, да. Шлем, меч, цены в среднем за 3 года поднялись до 4 раз на все. То есть вот буквально перед началом нашей прекрасной самоизоляции цены на ткань поднялись в среднем на 30%. То есть ты, если раньше мог купить сукно за 300-400 рублей, сейчас ты в лучшем случае как бы его купишь там рублей за 700-800 за метр. А это очень дорого. То есть, ну, просто очень дорого. Но опять же, знаешь, тут есть момент. Вот если ты типа реконструктор 13 века, то есть в Москве, Московской области, Питер, Санкт-Петербург, возьмем именно крупные такие городообразования, да, у тебя, скорее всего, есть определенный уровень дохода. Ты там собрал на себя комплект. Но приезжать на фестиваль голым рыцарем, то есть когда ты приезжаешь один без, так сказать, сопровождения коллег по опасному бизнесу, без лагеря. Как лох прям просто. Да, то есть ты приезжаешь просто лошарой, как бы. Это неправильное действие. Я вот почему очень долго не хотел делать рыцаря. Я в первую очередь хотел сформировать пул коллектива коллег по опасному бизнесу, вот, чтобы не выглядеть, позорищем, как бы, да. То есть меня многие подкалывают с точки зрения этой, в плане того, что ну ты же типа рыцарь, да, типа давай на коня садись. Если надо, я могу. То есть сесть, заняться этим, как бы, но тогда клуба не будет. Если ты занимаешься как бы развитием себя как конного рыцаря, как конного воина, у тебя просто физически нет времени заниматься клубом, поднимать его, то есть собирать типа эту огромную матчасть, пинать всех, говорить, как покроиться, делиться источниками, там, учить, воспитывать. Это огромное количество времени, которое ну, это нужно классика, тратить это ежедневно. В любом деле так. Ты либо администратор, либо ты боевая единица эффективная.
Тут, Вот, понимаешь, да, тут э, надо сочетать как-то. уважаемые представители клуба «Фламандцы», напишите, пожалуйста, в чат точное имя этого великолепного человека, чьи труды мы сегодня обсуждали. Я не про Максима. А, План-виль. Да, на слух даже я не могу воспринять, как что гуглить. Вот, если кто-то сейчас возле компьютера сидит, прям не поленитесь, пожалуйста, набрать на Да. клавиатуре. Ну, давай на словах тоже скажем. Это Жан де Жуанвиль, хроники жизни короля Людовика Святого. Я точно название сейчас не могу воспроизвести, забыл просто вот сходу. Что-то вот Мгм. как-то я забыл. Издательство Евразия недавно переиздало, собственно, эту книжку в великолепном просто формате. Очень легко читается, со всеми комментариями, сносками и разъяснениями. Альфия, спасибо за донат. Я чувствую, мы близки к тому, чтобы Альфию позвать на следующий стрим. Провокационный вопрос здесь: сколько стоит твой шмот? Это хороший вопрос, знаешь, вот а давай так, пускай уточнят, а лично шмот моего комплекта или лично мой шмот на тринаху вообще? Как бы, чтобы понимать, я довольно богатый гражданин в плане, если смотреть с точки зрения тринахи. Как бы у меня лагерь огромный. У нас, понимаешь, как бы нету индивидуальных шатров. Есть шатры клубные, как бы, а глава клуба я, то есть это мое. Ну и я сам туда вкладываю огромное количество денег, просто колоссально. Ну ты скажи, Вообще, скамейка у тебя собственная есть на фестивале? у меня все есть. Все, вот это показатель, насколько я знаю У меня реконструкции. есть все, как бы, понимаешь, всё. Понимаешь, ну, у меня здоровый клуб, понимаешь, вот тоже есть момент важный. А, У меня есть комплект пехотный, в котором я сражался десятилетия, да, то есть он довольно много изнашивался. Но чтобы ты понимала, в один из годов нашего пика, как бы, мы сделали 52 выезда за год. 52 выезда. Примерно полгода мы были на фестивалях. То есть, как руководитель клуба, я был везде. Мгм. 52 выезда, как бы, это говорит Это комплект сильный. говорит о твоей любви к своему делу, вот, в первую очередь. Есть такое дело. Хотя нас часто обвиняют, что вот мы клуб, в котором любви нет. Но, в принципе, мы согласны. Мы клуб без любви. У нас есть тренаха. Как бы, ну. Клуб без любви. Кто в чате есть, некоторые поймут. Да, у нас любви нет, ничего не поделаешь. Вот. По факту, на самом деле, вот если так говорить, вот комплект рыцарский мой по современным меркам, если посчитать, это примерно 1190-220, наверное. Вот если на минималках, без смены шлемов, смены оружия, которое у меня есть, соответственно. Просто вот, типа, все вещи в одном экземпляре. Еще Вот, но как бы смена. у меня комплект, как бы, ну, например, чисто по приколу я ездил на, куда же это было? В позапрошлом году на ратное дело, и я каждый день выходил в новом комплекте гражданской одежде и частично менял военное снаряжение. Чисто вот захотелось. То М. есть в зависимости там, куда мне нужно было, там в маневры бегать, легкий комплект, турнир тяжелый, то есть ведущим там, типа гражданка помоднее и так далее. Вот еще То есть, ну, интересуется, из отечественного или дорогого сукна сшито твое, ну, твой комплект. вот понимаешь, в чем дело? У меня есть итальянское сукно, есть, соответственно, ткани наши отечественного производства. То есть и такие есть, сочетаются. В тринахе проще. У нас типа демо-ткани, это вообще не true. Да? Да. Где-то домоткань не тру? Мне кажется, сейчас скайп сломался. Цех. То есть мы делаем цеховое производство. То есть у нас ткани уже не являются как бы домотканами, это уже массовое огромное производство. То есть для нас, как бы, вот, когда мы покупаем сукно на отрез сейчас, главное правильно выбрать качество, да, его. То есть есть как бы дерьмовое сукно, дерьмовая шерсть простенькая, да, а есть как бы шерсть правильно завалена и так далее. То есть мы ее покупаем, она в принципе по качеству соответствует тому сукну, которое производилось тогда в городе Брюгге. То есть мы, собственно, делаем цех суконщиков. То есть, понимаешь, у нас еще идея такая классная, то, что мы можем пользоваться большим спектром одежды, именно тканей, потому что мы как бы цех, который сам ее производит. Вот. Это тоже Мощно. был момент, когда я выбирал типа, для реконструкции направления. Давай что-нибудь посмотрим. Давай. Попробуем побороться с лагами. Если что, я буду болтать, а ты просто смотри. Хорошо, давай. Это давай. к вопросу о быте.
Запусти короткие ролики по минуте. Давай я пока порассказываю, пока ты начинаешь запускать. Представители нашего прекрасного, великолепного, лучшего в мире клуба «Фламандцы», они еще занимаются деятельностью хоббитов и строят здания, сооружения и площадки. Ну, я сейчас говорю про парк живой истории «Форпост». Собственно, наши одноклубники являются одними из основных там идейных лидеров, короче, и людей, которые тащат на себе всю эту махину просто. А вот наслышаны, кстати. То есть вы выкупали землю под него или как-то это Вот все? конкретно люди, которые его строят, это часть там наши одноклубники и другой творческий коллектив, собственно, Форпоста, великолепные коллеги, они купили площадку и там развивают поселение активно. Сейчас у них там отстроена огромная просто таверна, вот, наверное, видео, которое там запущено, ее видно. Вот несколько домиков построен типа штурмовой участок с башенкой, который активно уже уничтожается на протяжении, по-моему, 5 лет. Вот, и требует, конечно, ремонта, но это, собственно, боевая часть, где люди там воюют. Так что износ нормален. Красота. Как Вот. попасть рабом в форпост, спрашивают. Легко, просто заходите в форпост, и у них там вакансия на раба открыта постоянно практически. У них вот сезон скоро строительный должен начаться, и они будут рабам рады. Туда можно приехать, соответственно, поволонтерить, построить, и вам будет очень интересно. Прочувствовать это все Да, на да. себе просто. Ребята строят усиленно, как бы строят, несмотря на все невзгоды, на то, что там в них многие не верили, парни идут к успеху. А Все кто может, хорошо. скиньте, пожалуйста, ссылочку тоже на форпост, вот ВКонтакте или еще где-нибудь. Да, там министр пропаганды должен быть в чате. Давай, пришли нам ссылочку на форпост. Министр какой надо министр, он молодец, он тут это. Работает, как надо, да? Да. Ни чата, ничего не вижу сейчас, поэтому нужно как-то так словами коррелироваться. Вот. Мы посмотрели сейчас такие идиллические картины. Это, наверное, мирный фестиваль, где нет войны. Давай про него поговорим. Ну давай поговорим. Где вообще нет войны, то есть вообще. Да, То есть люди да. приезжают с мечами, с оружием, но не дерутся на них. Нет, они даже оружие не берут. Они заполняют как бы пространство в рюкзаках, в машинах. Вместо оружия набирают туда еду и бытовые принадлежности. Очень. Ваши вкусы весьма специфичны. Ну давай поговорим об этом. Да, все так, все так. На самом деле, вот есть фестивали типа День жатвы, Пир Бытфест или как же так? У нас есть фестиваль такой, называется Души гуся. Вот, прекрасное просто мероприятие, когда мы собираемся исключительно для того, чтобы травить истории из жизни, обсуждать источники, пересказывать какую-то литературу иностранную, да, то есть о событиях Средневековья, которую мы там изучили вдвоем-троем в клубе, но другим она немножко недоступна в связи там с разными языками, на которых она написана. И там люди занимаются бытом, ремеслами, то есть учат, проводят всякие семинары, попутно как бы, конечно же, исключительно дегустируют разные напитки, употребляют еду всех сортов и видов, проводят кулинарные конкурсы. То есть, это, знаешь, такие хоббитские фестивали. То есть, это мирный шир, в котором как бы идет такая идиллическая, спокойная жизнь. Вот там как бы сосредотачивается момент именно реконструкции, когда мы можем поделиться своими наработками, потому как мы там изготавливаем какие-то предметы вооружения, там чеканим монеты, делаем свечи, ткань изготавливают, там готовят шерсть. Вот весь спектр того, что производят, собственно, те же мастера, там керамику делать можно, продемонстрировать на этих фестивалях, показать людям, так сказать, техническую сторону производства частей комплекта их снаряжения. Вот так вот. Это очень круто, на самом деле. Плюс возможность неформального общения на протяжении 3 дней, когда ты не отвлекаешься на военную составляющую, ты можешь успеть поговорить абсолютно со всеми своими Логотип. друзьями. Я сейчас только обратил внимание на логотип этого фестиваля или его знамя. Забавно. Да, очень круто. Вот. Ну, вот это действительно здорово. Уруру. Да. Красота. Ну, в общем, быт. Да, много быта. Прям меня самой зацепило. Иногда действительно хочется отдохнуть, но надо в этом шарить. А я в готовке не очень. Не, а ты можешь как бы туда, знаешь, подать заявку, типа, что ты будешь делать на фестивале? Я буду пробовать еду, пить напитки и качать ножкой, так как движение – это жизнь.
тебя Оу, отлично туда допустят, великолепно просто. так можно? Да, это как бы основная масса людей именно этим и занимается. То есть она приезжает туда, то есть она приходит, составляет повару компанию, болтает, за это их там кормят. Вот, они там где-нибудь там дрова подтащат, их тоже за это покормят. Потом они придут там музыку послушать или там сами поиграть, повыступать. То есть это, Музыка, знаешь, вот, естественно, на аутентичных инструментах да, играется. да, конечно, конечно. Есть коллективы, которые занимаются как бы реконструкцией конкретно, то есть музыки там с 12 по 15 век, инструментов, выступают, мы их приглашаем, они с удовольствием приезжают на вот такие мирные мероприятия, потому что вот им там как раз раздолье, то есть, знаешь, когда там в деревне идет какой-то движняк, вот в этом форпосте там в каждом домике что-то происходит, там одни что-то готовят, третьи там монеты чеканят, четвертые там ткани красят, еще что-то, ну такой, знаешь, вот движ просто средневековой деревни, осенний, знаешь, грубо И говоря, там он яблоки тащат. без зрителей проходит этот... Да, конечно, конечно. И Это туда надо, только чтобы там поучаствовать в этой идиллии, нужно купить билет, правильно? Нет, туда надо как бы в первую очередь пошить комплект, подать заявку, пройти стандартную М, допуск, и там есть взнос организационный, но он идет типа на организацию общего пира, мгм, мгм. вот, на оплату Пир-пир-пир. музыкантов. Да, И это вот. тот момент, когда шутка про коллекцию лютневой музыки не шутка. Да, да, именно то. Именно то. Спрашивает Никита Прохоров, а приехать к вам на фестиваль маленькому новому клубу, особо не пошитому, можно? Можем стрелять из луков, говорит. Можно написать как бы мне лично, вот, давай как бы поговорим о жизни в современной тринахе в 20 веке, так быть, мои вкусы еще более специфичны. Да. А начиная с ноября прошлого года я активно пропагандирую вообще развитие 13 века в разных городах, вот вообще в разных, где только можно. И сейчас я веду переписку, наверное, человек 20-25 мне пишут из разных клубов, которые, например, целиком перешиваются под Тринаху, да, то есть клубы, которые имели какие-то минимальные комплекты полугоблинские и хотят типа в хорошую Тринаху прийти. Я всех консультирую, помогаю по мере сил, рассказываю. То есть вот ребята там из Пскова шьются, то есть из там города есть такие, которые мне даже не произнести, они там находятся в 3,5-4-5 тысячах километрах от нас. Вот со всеми, то есть мы общаемся, находимся на контакте. Я довольно открыт к общению в этом плане, мне не жалко источников. То есть напишите мне, я с вами пообщаюсь, попробуем найти какие-то точки соприкосновения. Если вы делаете Европу, я вам практически стопроцентно смогу чем-то помочь, как-то подсказать, направить. Опять же, если вы, например, едете из далекого города, приезжать на тот же фестиваль «Времена и эпохи», да, на площадку 13 века, я понимаю, что вам тяжело тащить с собой палатки и прочее. Я предоставлю вам место, где жить, пить. Главное, вы воюете за меня, как бы все будет четко. Вот. Мы все это организуем. Это уже обкатанный вариант. Вот так. Звучит круто, наверное, с какими-то такими лозунгами отправляли в крестовые походы и нанимали все эти армии. Давайте глянем еще один. Наконец, вернемся снова к войне чуть-чуть. Я хотела спросить про институт судейства в Тринахе. Вот мы Его ведь... не существует. То есть не может, ну, как я заметила, что судят в основном ребята немножко с закосом под монахов, что-то такое. Это случайность, да, это не... Нет, это как раз просто ты, наверное, обращал внимание на ребят, которые реконструируют военно-монашеские ордена. То есть, если им в турнирах нельзя как бы сражаться, они всячески помогают движению как бы Мгм. на фестивале, освобождают других людей, чтобы они могли, например, подраться, а они в это время выходят судить. То есть, ну, это все ребята с опытом огромным, те же тамплиеры, то есть, там большинство из них там лет по 15 воюют, то есть, у них опыта дофига в войне, и судят они нормально. Нет, ну, конечно же, надо понимать, что судья всегда нехороший человек по базе. То есть, вот, Ну, так и все, говорим, в глаза долбится просто, вот как правило. да, как бы, судьи Вот, всегда плохие. То есть, как человек, как организатор, я всегда как бы не прав. Я сразу ухожу, пацаны, я всегда не прав, как бы вопросов нет. Но как бы со мной спорить бесполезно. То есть, вот, есть мое мнение, есть ваше. Начинаешь спорить, ловишь штрафы. Все просто, типа, не тормози процесс турнира. ну, То есть, как что-то не нравится. рецепт, как обычно, прост. Если хотите прочувствовать, что там, почему судья не видит ничего, попробуйте сами побыть судьей, и тут же поймете, как все, как новыми красками все начинает играть, и вообще. Все не так. Все не как внутри. Да. Абсолютно, да. Ты знаешь, особенно когда ты, например, вот у нас есть такая тема, что я
всегда выступаю за то, чтобы войны было много и разной. Это часть Тринахи, это часть движения. Мы встречаемся не так часто, как многие там реконструкторы других эпох. Если ты приехал, надо постараться дать людям максимально, чтобы он вышел куда угодно, чтобы он ушатался так, чтобы он просто, знаешь, на зубах в палатку вечером вполз и заснул в 11 вечера. И не орал собака у меня под шатром. Вот просто, это вот мой девиз на самом деле. Вот если такое происходит, это круто. И 5 номинаций провести вот подряд. Часто я провожу вот с моим опытом номинации в параллели, то есть когда там на одном рестайле только отбился, короче, щит-меч, тут же выходит копейщик, потом тройки, потом опять щит-меч. Это сложно вести. И, естественно, всегда судья для участника, он не прав. Но Ну, вы понимаете, чтобы организовать такой движ, это нужно как бы очень много сил приложить. к сожалению или к счастью, как правило, в движении исторической реконструкции настолько крепкие парни, что они могут и отбиться целый день, и потом еще и гулять всю ночь. Так что тут расчет, он довольно безнадежный, то, что ты их ушатаешь. Не-не-не, я как бы проверял пару раз, типа, можно ушатать так, как бы, что вообще, типа, там в 11 отрубились такие, все спят. Или, знаешь, они пытаются бузить, но они такие на лавочках, типа бузят, но они все друг у дружки на плече такие подремывают. Такая тоже классика проходила. А вот у меня вопрос с Давай. галерки, как человека, который знает, что такое доспехи, и я знаю, что примерно там мой доспех весит столько-то, там треть моего веса, 20 с чем-то килограмм. Вот. А кольчуга и вот боевой комплект, самый тяжелый, как ты говоришь, да, который. Давай средний скажу, 35 кило. Мгм. То есть 35. потяжелее или все-таки так же? Ну, типа 35 кило, он тяжелый. Прям чем человек там типа габаритами больше, тем у него тяжелее щит, то есть тем тяжелее сама кольчуга, потому что ее объем увеличивается. Плюс как бы в зависимости от шлема очень много зависит. То есть тот же рыцарь, он может выбрать любой шлем. Открытый, закрытый, как бы там без вариантов. Я, например, выходя на рекани в бугурты, предпочел открытый шлем. Во-первых, командовать удобнее, бегать легче, обзор выше. Да, типа рожа открыта, можно в нее схватить, но как бы зато ты вот глаза в глаза видишь оппонента, можно как бы повзаимодействовать посерьезней. Сейчас я у тебя сердечный приступ немножко вызову. А титановая кольчуга, например? А не допускается. Ага, то есть вот так вот. Да. Обидно. А как же Если такую дрянь здоровьец? протащит, если такую дрянь протащит, короче, человек, во-первых, я отправлю в перманентный бан, вот, и вещь тут же заставлю убирать на фестивале, если я буду выступать организатором. То есть титановые элементы Единолично. вообще ни в каком виде никак. Понимаешь, в чем дело? Это возвращаясь к вопросу скрытки. Мы должны быть в равных условиях друг против друга выходить, в максимально равных. То есть, если ты О, выходишь в тяжелом железе, ты выходишь в тяжелом железе против такого же чувака в тяжелом железе. И ты сам прекрасно понимаешь, сколько на нем висит. И чтобы он бегал быстрее, такого как бы не должно быть. Если ты хочешь бегать быстрее, снимай железо, теряй хиты и открывай свою тушку для того, чтобы ее как бы тыкали сильнее. справедливый подход. Ну, понимаешь, это вот особенность именно камерного маленького движения. То есть в этом есть свои плюсы. Тут я уже превьюшку включила, и народ интересуется, что вот это за толпа. А что мы смотрим? Мы Звездный смотрим ролик? тренировочные записи. Давай расскажу. Да. Опять же, говорю, вот с ноября месяца я активно начал продвижение Тринахи типа массово, так вот в массы, привлекая новых людей. И благодаря усилиям наших питерских коллег Дмитрия Фомичева и Павла Серебрякова, клуб 13 Командория и клуба 13 век, город Пушкин, мы смогли провести первую большую совместную тренировку клубов 13 века, вот именно клубов, когда мы приехали в Питер целенаправленно тренироваться. То есть мы проводили тренировку, там где-то 2,5 часа мы тренировались. После у нас был семинар по тактике и взаимодействию европейских отрядов в бугуртах стилистики 13 Ой, века. боже мой, тут люди сбежались, и у них шлемы попадали, они друг друга палками тыкают, какой кошмар. Я имею в виду, тут, На видосе. да, на видосе гуманизатор прям на палку надет, какой-то очень символический гуманизатор, и вот со всего разбегу две толпы друг в друга сейчас влетели в стороны, Это нормально. полетели кепочки, шапочки, все шлемы и прочее. Это нормально, да. Ну, вот понимаешь, как бы я хочу сейчас
обратить внимание, то, что, например, в Тринаху, например, лично моя позиция, что необходимо привлекать молодую кровь. Но необходимо привлекать именно молодую кровь, именно молодых бойцов и молодых людей и девушек, которые не занимались исторической реконструкцией ранее. То есть не тех людей, которые там переходят из ролевых игр или из других веков, а именно для того, чтобы формировался новый такой слой реконструкторов в 13 веке, которые смогут полностью отдаваться именно этой эпохе, а не прыгать там с фестиваля на фестиваль, с эпохи на эпоху, там собрал условный комплект на тренаху, типа поехал. А те, которые будут заниматься, вот, ну, грубо говоря, как и я занимаюсь, да, отдаваясь этому делу полностью, тратя огромное количество времени, там, собирая клубы, формируя новые отряды, привлекая как бы вот внутрь движения молодое поколение, которое также вот загорится этой эпохой, именно не как эпохой, только сосредоточенной на войне, да, а как периодом истории человечества, который изменил вообще движение и развитие разных государств, стран и народностей, и как это отражается в итоге потом уже сейчас, в 20 веке, на нас. То Да, есть это это действительно интересно. очень интересно. И в Ну, литературе во всех, конечно, в умах конечно. по-прежнему этот образ, он вот примерно того века. Как ты думаешь, нижний порог возраста для занятия вот именно боевой частью какой должен быть? От скольки? Учиться. Ну вот уже в бой, чтобы можно было выпустить. Смотри, у нас как бы есть строгое правило, то есть у нас нельзя выходить в общей массе в бои контактные до 18 лет. Мгм. Но как бы у нас начинают на мероприятиях принимать участие с 14 лет ребята используют дистанционное вооружение, то есть с улицы. У нас луки часто запрещены на мероприятиях, но иногда разрешают. Вот. Плюс, как бы, в зависимости от самого бойца, то есть есть парни, которые там лет в 16 выглядят больше меня в 2 раза, как бы. То есть раскачаннее, огромнее, то есть огромные такие пони, как бы, ну, это эволюция, как бы, все нормально. Если он грамотно подготовлен, и его родители и руководитель клуба готов на себя брать ответственность, в некоторые части состязаний его можно выпускать вполне. То есть Ну, вот у меня, на моем примере, да, я начал в бугурты, в нормальные бугурты я начал уходить лет, наверное, в 16, наверное, да, или в 15. Я, если честно, уже не помню. То есть, ну, биться прям плотно я начал лет с 14-15. Вот прям вот я осознанно это помню. И первый состав клуба у меня вообще все были несовершеннолетние, когда я первый состав клуба собрал, включая меня, я был несовершеннолетним. И на Капоре, если я правильно помню, нет, я уже был совершеннолетним, а все мои бойцы не были совершеннолетними. короче, молод я был и горяч, понятно, вот. Да, то есть, ты понимаешь, это тут надо смотреть конкретно по ситуации. Ну, в общем, типа, тренироваться, заниматься, чем Патроны раньше начнет, подавать. тем лучше. Подавать патроны точно могут. Да, оруженосцы это очень важная тема. Я себе прям набираю оруженосцев, прям впрямую их набираю. Я их даже обеспечиваю снаряжением. То есть, Шок-контент. В наше время кто-то набирает оруженосцев из ну, юных да, дарований. да, это понимаешь, знаешь, как круто было. Я провел вот акцию в ноябре месяце, по-моему, да. Типа, набираю оруженосцев, бегать за мной, носить мое железо, одеваться в то, что я даю, воевать со мной, жертвовать собой в бугуртах, когда надо закрыть меня. И То есть, есть спрос на такие должности. короче, ты просто не представляешь, мне написало, блядь, такое количество людей. Нет, психи там были вообще отшиблены. То есть мне написал потомок последнего магистра Тевтонского ордена. Мгм, мгм. Это был вообще просто финиш, как бы. То есть там мне написало энное количество духоскрепных дебилов, которые меня обвиняли в том, что я фашистская мразь. То есть это вообще была классика жанра, то есть надо делать Русь, поднимать скрепы, там вот это вообще финиш отдельный. Написало большое количество реально адекватных людей, из которых я отобрал 3. М, То есть вот 3 человека я отобрал, они с нами ездят, ездили вот в Питер на тренировку, на рек они выступали 2 чувака, они уже выступали в младших тройках от клуба. То есть они выступили, отлично отбились, показали уровень даже выше, чем я ждал. Есть такой нюанс, что нам просто в Москве немножко не с кем тренироваться. То есть европейских клубов мало. То есть вот сейчас я все делаю на то, чтобы мы учились именно взаимодействовать Европа против Европы.
для того, чтобы выделять движение Европы 13 века и Стринахи в отдельное, то есть для отдельного фестиваля, где допускается только Европа 13 века. Вот именно взаимодействие в конкретном вооружении против конкретного вооружения. И вот нам в Москве не с кем биться. То есть у нас большое количество людей, и нету других клубов, которые занимаются Европой Тринахой, которые могли бы выставить столько же людей. И поэтому все тренировки немножко они проходят в таком вакууме внутри нашего коллектива. Плюс ребята приезжают из других клубов по паре человек иногда с нами потренироваться. И ты немножко не видишь вот развития своих бойцов, именно вот, знаешь, с абстрактной точки зрения. А вот тут мы выехали в Питер, бились вообще с другими ребятами, с которыми мы не бьемся постоянно. И вот я увидел, что там один подрос в копье, другой там подрос там в тактике. И ты такой смотришь, о, типа прогресс-то есть, оказывается. И так, знаешь, тепло на душе, что это все не зря. Ну, конечно. Вот мы уже с тобой больше 2 часов беседуем. Время незаметно пролетело, настолько действительно Правда. любопытно все. Нам сегодня немножко задонатили на еще 5 минуточек, поэтому еще чуть-чуть от твоего времени займу. Но Давай. будем закругляться. Друзья, если вы хотели что-то спросить, сейчас самое время, потому что уже будем гостя нашего потихоньку отпускать. Вопрос такой, ты же сам активно занимаешься продвижением, популяризацией, делаешь контент очень интересный, вкусный, регулярно это делаешь. И, ну, руководитель клуба, ну, я не знаю, наверное, неоценим твой вклад в развитие этого движения в нашей Спасибо. стране, так уж точно. Но чувствуешь ли ты отдачу вообще от всей этой деятельности? Иногда ты начинаешь проваливать мораль. М, Прям на днище это бывает. Вот. Ну, во всем есть как бы свои плюсы, свои минусы. Сейчас у меня собрана великолепная команда, которая вот объединила в себе несколько эпох реконструкции 13 века. Это очень круто. То есть реально люди есть, которые начинали Тринаху, они пришли к нам, помогают нам вместе с нами. Есть люди, которые только приходят, то есть 15-14-летние ребята. И когда ты вот, знаешь, вот я ехал на Рекон, я дико просто устал. Это один из самых тяжелых выездов был, который вообще был возможен для меня за последнее время. Очень был тяжелый выезд. Но когда я просто, вот, знаешь, потом смотрел фотографию оттуда, что у нас большая команда, что там сражаемся хорошо. Наверное, ради этого мы всем и занимаемся. То есть вкладываем огромное количество сил, то есть для того, чтобы та эпоха, которая нравится лично мне, воплощалась как бы в реальности, в живых людях, в живых мероприятиях. И это, наверное, то, ради чего стоит работать. Хотя, конечно, где-то хотелось бы отдачи больше, где-то меньше. Всегда есть свои нюансы, да. Кто-то тебя, то есть, ну, знаешь, как вот, если ты выходишь как бы за рамки маленького коллектива, там в 10-15 человек, там клуба простого, неизбежно кто-то будет тебя любить, кто-то будет тебя ненавидеть. Среднего не дано. Ну, то есть вот такой вот опыт у меня. В целом всегда надо ориентироваться на людей, которые с позитивным настроем реагируют на твою деятельность, которые заинтересованы в том, что ты делаешь, как-то помогают, либо хотя бы просто добрым словом говорят, что им интересно, что они хотят увидеть продолжение, там, встретиться, как-то пообщаться. Естественно, опять же, всех невозможно охватить, всем невозможно ответить, невозможно помочь, да, то есть я стараюсь по мере сил, но даже сейчас уже как бы некоторые люди ждут там от меня ответа там больше недели, Ну, это, полторы это недели. мне повезло. Понимаешь, как бы вот у меня переписок в среднем там 50-70 активных постоянно. Очень сложно как бы людям отвечать вовремя. Ну, по мере сил стараемся, да. Вообще, как бы популяризация 13 века, она в современном обществе физически необходима. У нас есть колоссальное давление со стороны ИСБ, да, то есть это неизбежно. Туда сейчас там именно сосредоточена хорошая рекламная, медийная составляющая, потому что продвигает конкретные мероприятия и так далее. Да. Большое количество участников, то есть оно неоспоримо больше, чем в движении 13 века. То есть и с любым движением, которое сейчас есть, там Наполеоника, Античка, ИСБ, там 14, 15, 16 века, с ними надо как-то конкурировать с точки зрения привлечения обывателей, людей, которые ни разу не занимались тренахой. Времена и эпохи – это идеальный фестиваль для того, чтобы набирать новых людей в клуб. Например, на временах и эпохах последних, да, вот просто вот вдумайся,
Я набрал 12 человек. Это те, которые 12. остались. Это вот я набрал 12, осталось из них 7. Мгм. То есть это показатель просто колоссальный. То есть такого вообще не бывает. В среднем из 10 человек остается один. То есть, да, а тут как бы набрано огромное количество людей. То есть мне помогли еще набирать людей ребята из питерских клубов, за что им огромное спасибо. То есть они тех, кто к ним подходил, спрашивал, как, куда записаться, они всех ко мне слали. В большой лагерь, как бы к желто-черному шатру, рекрутируют там, платят чеканной монетой. Вот. Кстати, мы реально можем оплачивать услуги в наемниках чеканной монетой. Такая опция у нас есть, кстати, вот на временных эпохах я некоторых бойцов напрямую, как бы, которые типа наши друзья из других городов, но у них там нет клубов, они там самостоятельно ездят. Я их, например, привлекал типа на условиях типа: коллеги, вы приезжаете на фестиваль, одеваете мой каддарм, воюете за меня, получаете еду, жилье и чеканную монету. И я им платил столичной монетой. Все как в средневековье, красота. Ну, понимаешь, это круто, да, это вот тоже часть атмосферы такой, ну, знаешь, это момент того, когда, то есть, чувак такой едет, так, а что я за него воюю? Не, ну он чувак-то крутой, но, в принципе, что за него воевать-то? За бабло. И вот эта вот мотивация тренажная, прям отлично, за бабки, норм. Вот, это тоже круто. Ну, Вот, и мы пытаемся как-то вот, сейчас лично я пытаюсь, в первую очередь, я сейчас сосредоточился на том, чтобы развивать как бы движение внутри клуба и взаимодействие внутри клуба. Мы немножко переросли тот момент, когда все участники клуба могли пообщаться быстро друг с другом. То есть это могут сделать 10 человек, это могут еще сделать 20 человек. Но 30, 40, 50 уже не могут как бы общаться очень быстро все друг с дружкой. И нужно там проводить какие-то стримы, устраивать какие-то мероприятия. Ну, что-то такое вот, действие, креатив какой-то надо проводить. И вот даже фестиваль, типа наш Фламфест, типа первый европейский фестиваль, где допущена будет только Европа, я в первую очередь делаю как съезд клуба. То есть клуб приедет, уже фестиваль состоялся, уж у нас до хрена. мгм. И вот все остальные, кто будут к нам приглашаться туда, они будут дополнять именно мероприятие, расширять его и превращать в итоге в фестиваль не одного клуба, а именно большой фестиваль с перспективой ежегодного продолжения. То есть как раз вот формирование той точки, куда реконструкторы Европы 13 века будут стремиться приехать, встретиться с друзьями, повоевать, то есть поделиться своим опытом реконструкторским. И, наверное, всем сейчас стоит сосредотачиваться на развитии внутри клубов. К сожалению, вот в Москве, Московской области молодняка очень мало. То есть его фактически нет. Ну, как ты сам сказал, порог входа довольно серьезный. Да, порог входа серьезный, но опять же можно решить эту ситуацию. Да? Например, вот как я решил, да, занимаясь годами реконструкции, да, как бы ты Ах, это... накапливаешь определенный пул вещей, как бы, да, и ты можешь одевать человек 10-15 так свободно. Ну, просто, как бы, чтобы ты понимал, да, вот я-то разбирал вещи, да, такой смотрю, у меня 9 шлемов на 3 нахуй, 9 штук. Я такой, окей, можно одеть маленькую армию. Там Однажды разбирал балкон. ты тоже составишь свои записи, по которым будут, на которые будут ориентироваться историки в будущих веках, наверное. Да, ради смеха можно Так, у попробовать, нас тут чтобы нет. тринашный привет из СПБ, но насколько я знаю, от Павла Серебрякова, насколько я Вот это Поль, как раз он и есть. Да, мы Как сегодня раз. упоминали эту личность, но, насколько я знаю, правильный привет по тринашному будет звучать «Ава Мария». Ава Мария Деус Вульц. У меня в связи с этим вопрос такой совершенно дурацкий. Вот насколько вас тошнит уже от всех этих кричалок, от предложений там сплясать из Монти Пайтона что-то и всякое такое? Дурной ли это тон вообще упоминать все вот эти темы и какие-то банальности скатываться? Я скажу страшное, как бы сейчас. С Монти Пайтоном у нас не знакомо 70%, наверное, людей. То есть, понимаешь, как бы поколения немножко меняются. Вот. Ну, те, кто типа в теме, мы нормально развлекаемся, мы не так часто встречаемся, и эти шутки, как бы, они норм. То есть, абсолютно. То есть мы Ава Мария Деус Вульц, он там заходит вообще без передыху. Там, мы, конечно, это как-то троллим по-своему. То есть каждый фестиваль рождается определенные мемы, да, то есть жестокие, которые там могут преследовать там людей годами, потом они типа сменяются другими, меняются, как-то развиваются. Это вот тоже, знаешь, фишка того, что ты приезжаешь все время к одним и тем же как бы людям в основной массе. То есть, знаешь, пул людей головной, ты их всех знаешь, ждешь все эти приколы, как бы, и это такая
ностальгическая атмосфера даже иногда. Это очень круто. Вот говорят, еще Монжуа можно кричать. Отличный, да, тоже вариант. Так, друзья, мы закругляемся потихонечку. Мы сейчас какой-то, не знаю, подведем итог всему, что мы сказали. Конечно же, мы, естественно, сегодня не охватили даже, наверное, 10-й части вводного занятия, которое могло бы быть. Вот. Но я позадавала вопросы, которые мне были интересны. Надеюсь, вам тоже было интересно услышать на них ответы. Если мы о чем-то сегодня не сказали, вы нас сильно не ругайте. Вот в 2 часа особо много не выложишь. Да. Вот, если есть еще какие-то вопросы, докидывайте. Мы потихоньку вот будем... Я такой традиционный вопрос задам. Максим, за что можно Тринаху полюбить? Вот за что ты любишь Тринаху? Первое, за что ее можно полюбить, это за атмосферу эпохи. За то, знаешь, разграничение, которое есть в самосознании человека, когда ты вот уже погружаешься в эту эпоху, за то, как ты себя ведешь там по отношению к женщине, да, по отношению к своему боевому товарищу. То есть для меня, например, вот 13 век, он сформирован как... Ну, клуб для меня это вторая семья фактически, да, то есть я переживаю за каждого бойца, то есть за каждую девушку. Если какая-то нужна помощь, я никогда там своему одноклубнику не откажу в помощи. Это, то есть, знаешь, ощущение вот этого братства, как раз вот та романтика и та риторика тех же рыцарских братств, рыцарских орденов, вот единение какое-то, оно, наверное, с моральной и психологической точки зрения очень привлекает. Плюс, конечно, вот эта атмосфера куртуазного рыцарства, да, атмосфера простой, понятной любому бойцу пехоты. Ну, то есть, вот, господи, мужик в шлеме с дубиной, как бы гадендак, шапель, короче, убивай, как бы, это же прекрасно, как бы, это, ну, блин, культ пехоты, он должен был куда-то выродиться, куда-то прийти, да, то есть, когда это была, то есть, старая бугуртная тема с Выборга, да, там, строй, это имеет значение, вот здесь оно все есть, то есть, оно все еще есть, то есть, ну, по крайней мере, вот в своем клубе я стараюсь это сохранить, эту тему, это же пехота это круто, то есть рыцари по-своему хороши и прекрасны, то есть во всем есть какая-то тема, какой-то движ, который может вот вас объединять на короткий момент там 2-3 боев, которые вы будете вспоминать там на протяжении всего года, а то и всей своей там жизни потом, да, вот именно за счет этих событий эпоха может привлечь молодежь. Опять же, это исторический период. Вот если ты человек, увлекающийся историей, который может найти отображение и религиозных войн, и феодальных сражений, и огромное количество политических интриг, которые там были. И с этой точки зрения многие тоже вот приходят, именно полюбив эпоху со страниц исторической литературы и источников. То есть, да, такие есть. Опять же, вот я говорю сейчас как даже не за Тринаху, а за Европу 13 века. То есть вот все-таки специфика людей, которые занимаются разными поднаправлениями в Тринахе, разная. То есть разная мотивация. Некоторые приходят просто потому, что они любят воевать, и им нравятся европейские доспехи. Им не важна история. Такие тоже есть. И лично моя задача просто помочь вот этим людям правильно пошиться, правильно одоспешиться и приносить славу моему клубу, вонзаясь направить активно. в правильное русло. И, в принципе, в этом твоя роль, как, наверное, полководца вот этих людей. Да, да. Ну, по сути, понимаешь, как бы без этих людей не будет массовости. И это нормально, когда людям нравится разное в эпохе. Кто-то любит воевать, ему нравится вот атмосфера Библии Мациевского, где нарисована куча мужиков в стеганках с колющим и рубящим. Они хотят так же, но они не хотят понимать, почему они так были одеты. Главное помочь им правильно задоспешиться, и они будут за тебя вонзаться. И это очень круто. Опять же, знаешь, многие сейчас там выступают, что команды должны быть типа новый формат, когда там собирается 3-4 чувака, интересующихся Тринахой. Они типа вроде бы клуб, а вроде и не клуб, но они не привлекают там молодежь никак, ездят сами в себе. То есть, по факту, если они уходят, на их место никто не может прийти.
То есть мы теряем бойцов, теряем людей, теряем мастеров. Это плохо. Да, работа с молодежью, она немножко нудна, скучна, тяжела. Но я призываю всех руководителей клуба не лениться и 2-3 человек пытаться там хотя бы за 2-3 года привлекать в свое движение. Рано или поздно мы все постареем. И это нифига не за горами, это идет быстрый процесс. А построенные вами, построенные клубы, они должны существовать дальше. Они должны нести вашу историю, как бы ваши уже легенды, которые складываются за там 15-20 лет боев и путешествий в разные страны, на разные фестивали. И вот это должно как раз, мне кажется, создать ту атмосферу романтики, легенды и истории. Когда ты приходишь в движение 13 века, ты уже приходишь не просто как бы в эпоху, где бьются, ты приходишь в эпоху со своими легендами, со своими историями и из 13 века, и уже из 20 века. Ну, лучший способ, привлечь и замотивировать — это, конечно, личный пример. Я думаю, что, у тебя с этим все в порядке, поэтому и клуб Ну, я надеюсь. такую сильную позицию занимает и многочислен. Ну, как я поняла из твоего ответа, Тринах хороша тем, что в ней есть место каждому. Каждый найдет в ней что-то свое. Да, все так. Да, и отражение, в том числе детских каких-то грез, там, не знаю, мечт и прочего. Ну, так, наверное, и должно быть. Это же в первую очередь хобби, оно должно приносить какую-то радость в первую Да. очередь. Ну, в общем, мы на сегодня закончим. Мы отлично сегодня большой пласт поворошили, только раззадорили аппетит, так скажем, но время у нас не резиновое. Спасибо тебе большое за уделенное время, Тебе спасибо. спасибо всем, кто смотрел, кто зашел, кто там делился, жал кнопки, рассказывал друзьям. И мы таким образом не зря сегодня здесь потратили эти 2,5 часа. Вот. И что еще? Ну, делайте собственные выводы, переходите по ссылкам, если вы заинтересовались. И ссылку на нашего гостя я тоже дам в комментариях. Фух. Фландрия и Лев. Да, спасибо еще раз. До новых встреч. Пока. Пока-пока. Хорошего вечера.